Тыры-та-та. Итак, всем привет. Эта серия рекомендуется для просмотра теми людьми, которые хотят, первое, узнать позиции КПК, которые я не нашел, и дата логов пришельцев, ну или предтеч. И кто хочет узнать о... Ну, кто хочет послушать записи на вот эти темы. Я ставлю тайм-коды. Итак, блять. Итак, всем привет. С вами Пампич. Что-то я как будто бы... Да, я забыл свое приветствие. Ну ладно. Собственно, в этой серии произойдет, как сказать, последняя добыча всех документов на карте. Чё? Потому что я подсчитал то, что как бы чтобы добыть все документы в Сабнатике, мне нужно найти еще несколько... Ну, как несколько. Сколько там? 6 документов, 3 из которых это базы пришельцев, и, по всей видимости, несколько из которых это обломки Авроры. Но не только они. По факту, сейчас мотылек тут лучший... Блин, как сказать? Вот все, я говорить разучился из-за субтитики. На последние 5% пофиксим его. Охренеть, хватило. Итак, первое. Она по карте находится где-то... Если плыть... Что с тобой? Если плыть как-то... Ну... Как бы объяснить? Если плыть по стороне безопасных отмелей, то где-то будет КПК Барта Торгала. Но считает, что я нашелся КПК, я даже не предполагаю, где она может быть. Где-то тут есть обломок. А там уже, по всей видимости, Аврора. Где там Аврора? Аврора близко, поэтому я туда не пойду. Но мне... Угу. Теперь уже не интересно. Ну да, где-то вот здесь по карте находи... Ну, блядь. Где-то вот здесь по карте находится КПК. Я вроде тут лутался, а вроде нет, я не помню. Но я по Сабнатике видел то, что я... не лутался. Рофлс. Давай. Мне интересно теперь. Реально. Данные нового КПК обработаны. Охренеть. Реально не собирал тут КПК. Ебать. Так, вы будете на одной батарейке питаться, поняли? Так, ладно. 1 из 6, получается, нашел, да? Где-то так. Все, это все. Что мне может это хрень подложить? Тут больше ничего нету, да? Только КПК. Ну, получается, список экипажа Дегази. Уже пойдет. Так, где-то тут... Блять, где-то тут должна быть это... травянистое плато. И от травянистого плато уже должно идти Кракфилд. Ну, или, не знаю, как это сказать, поле... Чего-то там. Вот. Я не помню, лутал ли я тут... Ну, я тут на крабе мимо пробегал. Кабанчиком. Но не находил тут никаких обломков. Ну, точнее, я его видел. Ну да, вот этот обломок. Я его видел мимолетом, но я в него не залазил вроде. Что я тупой, я не помню. Так. Наверное, не залазил. Такое ощущение. Залазил. Прикол. Собирал ли я КПК здесь? Это вопрос. Что я слепой и тупой.
Вряд ли я что-то мог собрать. Так. Ну, ничего не светится, значит, собрал, получается. Все, тогда ладно. Я считаю, что я зачистил большой риф, а эти дебилы меня уже не атакуют. А, нет, даже у меня еще 2 обломка осталось, потому что один находится на пути морских топтунов. Но считая то, что вот эту запчасть карты я полностью очистил, у меня теперь тут левиафанов нет, и мне не страшно. Я не нашел последний обломок в Большом рифе, и не нашел один на пути морских топтунов. Хотя, скорее всего, вот этот огромный обелиск, это и был путя морских топтунов, хотя я не знаю. Ну, смотря где этот обелиск находился. С ионной батарейкой куда лучше живется. Так, ну получается, вот, это путь морских топтунов. Начинается вот здесь. А, ну получается, да, огромный обелиск это их. Ну да, вот он. Вот обелиск. Собственно, в котором я нашел пропульсионную пушку. Ну это их, да. Есть тут дохера обломков. Это, ну да, да, вон, пропульсионная пушка костюма краба, поэтому это я уже лутался. Идет, значит, большой риф, который тут по соседству. И который я зачистил непосредственно. А этот, морской император, ты где? Ну, нет, по всей видимости. Ладно. Так, мне нужно где-то до Войда проплыть, чтобы найти этот долбанный обломок. Только для начала мне нужно найти плавучий. Где он тут? Так, вот он. То есть я в правильной локации плаваю. Он где-то вот здесь, в канаве этой. Если быть точно. Ну вот, это получается инстакилищая херня. То, что мне говорят игроки, то, что если черный дым, значит это избыток тепла, значит это инстакил. И вот обломок. Охренеть, да как я ее не заметил? Ну я что, дебил, я слепой вообще нахер. Я отбитый, я тупой. Ага. Дайте угадаю. Тут какая-то херня циклопа. Отгадал? Нет. Она у меня уже была. Не отгадал. К сожалению. Так, тут не пройти, там не пройти, но я видел, там дверь с ручкой была. Меня не обмануть. Угу. Бля. Дайте мне, пожалуйста, это ящики с водой, с едой-то. Всем желательно. Ну что ты так... Хиляк ёбан. Дверь не думаю, что настолько тяжелая. Ну это по отношению последний обломок Авроры, который я не залутал по всей карте. Ну, то есть серия нахождения документов не настолько трудная. Серия нахождения левиафанов и их поимки, вот это намного труднее будет. Дайте мне ящики с пропитанием, пожалуйста. Я сейчас кокнусь нахрен. Если я воды не получу. Лопнусь. О! Да блядь. Да бля. Дай воду. Дай воду, блядь. Нахер мне еда. В таком избытке. Так, так. Блядь, дай еды. Дай, блядь. Не то. Мне воды. Мне воды. Да блядь. Вот это везение. Дайте воды. На, попей. Дайте воды. На, попей. Бля. Но этот обломок относительно большой, кстати. Ни хера не светится, значит, тут пройти никуда нельзя. Ага. Хранилище. Так. Дай подышать. Где рыбы? Я рыб сейчас выпью. Сорян, бро, я пить хочу. Я не знаю, откуда у вас вода, но она у вас есть. Стой, тварь.
Только я мог так 3 раза долбануть и промазать. А, ну у меня, Важные показатели в принципе, стабилизированы. не зря то, что я плаваю в этом хидрейted костюме. Я могу рыб жрать, а мне дает воды халяву. Так, идем лутаться дальше. Тут есть КПК. Значит, мне сюда. Где КПК-то, блядь? Что тут за путешествия запатентованные по этим шахтам? Ага. Кончилась шахта, значит. Где КПК нахер? Чё с... Где КПК, курвы? Я ради чего сюда пёрся? Чтобы получить пустой обломок, просто пустой, без всего даже. А где КПК тут находится? Подождите. Извините. Пропустите. Тут КПК. А где? Снаружи? М. Так. Пусти. Охереть! Данные нового КПК Чё обработаны. это? Журнал какой-то Альтеры. Альтера... Что-то на татарском, блин. Ну да, ну да. Кепочки. Я не знаю, нахрена мне кепочки. Я там на монтаже смотрел, когда я лутал обломок, я просрал 2 кепки. Но я уже туда ради этой же кепки, блядь, возвращаться не собираюсь. Но это все. Все, что я мог найти. Ну, здесь, получается, я нашел все КПК, я нашел всю дату. Вот теперь мне нужно что сделать? Полетать в креативе и обнаружить базы пришельцев. И какие для них нужны скрижали. Глубина. Девять. Так, короче, проще говоря, я обнаружил все, что я не нашел в креативе. Ну, считайте, как знаете, честно-нечестно, но у нас тут это... поиски через Википедию в любом случае, поэтому насрать вообще. Хоть я в креативе там что-то делаю, что вообще дорогая сейф-дата. Короче, не считая затерянных рек и этих... Короче, не считая затерянную реку, лавовые зоны, на оригинальной карте всего 3 дата-лога пришельцев. Один находится в редком рифе, один в... Как там? Я не знаю, в какую сторону. Ну, наверное, вот, в северную... Ну, в северный... Блять. В северную зону кровавых водорослей, короче. Другой находится как раз-таки в дюнах. И я его нашел. Он находится в кратере дюн. Ну, получается... Чё орёт? Ну, получается, мне надо сейчас найти 4 алмаза. В моем случае уже 2 алмаза, потому что я своровал несколько с дюн. И, получается, пойду искать эти даталоги. Потому что если я их найду быстрее, то я смогу и выпустить серию читача быстрее. Оттуда я и прочитаю все, что я нашел. Капитан. А только одна проблема. А где ионные кубы я оставлял? А, я их вроде сюда вставлял, чтобы на случай, если пригодятся, я бы их взял. Да-да. Да-да. Ну, это получается, чтобы найти алмазики, надо уже в затерянную реку переться. Где я Подожди. У меня же было много алмазов. Не надо переться в затерянную реку за алмазами, ура! Как повезло, что ты толстосум долбанный, который все собирает на карте. Спасибо, господи.
Так, теперь я имею 2 скрижали. Только мне надо вода. Желательно, то что воды нет. И можно залутать, получается, дата-лог, который находится в редком рифе. До него дойти очень просто. Считается, что левиафанов там тоже нет. Поэтому я пойду. Ну, конечно, дважды сохранюсь перед этим. Все системы подключены. Так, ну, точка Авроры мне уже не нужна, поэтому я могу ее отключить. Мне нужна капсула 19, вот. Она находится в редком рифе. Блять, я не в тот проход вошел. Сейчас бы как-то выбраться отсюда. В фейками полетал. Обнаружил, что я не в тот проход вошел. Проход, который мне нужен, чуть-чуть подальше. Вот дебил, вот что ты в карте делала, скажи мне. Или это ты была, я не знаю. Ой. В итоге дебил я. А где? Я уже потерял. А, ну вот оно. Ну все, да, вот. Арка непосредственно близко к Блудкелпу. Сюда мне надо. Где эти гребаные скрижельки? Ну, конечно, пещерная система тут очень обширная. Это пипец какой-то. Потеряться нефиг делать. Ну вот, да. Вот сюда. Сюда у меня раньше не мог мотылек заплыть. Вот, да. База прищеленцев. Бам. Все готово. Ионные кубики заберу. Я не знаю, нахрена мне столько ионных кубов. Данные нового КПК обработаны. Инопланетное святилище Альфа. Да хоть Омега, ну что. У меня нет батареек. Охренеть, у меня еды теперь. Реально. А чё у меня 2 строителя? Так, теперь этот строитель можно выкинуть. Пусть стоит. А я засуну батарейку в этого. И починю. Подожди, а чё у меня один строитель с ионной батарейкой, блядь? А, потому что я базу в дюнах строил, мне надо было энергии. Ну все тогда. Я могу отсюда убегать и возвращаться в базу дюн, чтобы... Да, блядь, я не то юзу. И возвращаться в базу дюн, чтобы нафармить титана на постройку клетки для призрачного левиафана. Ебать. Капсула времени. Рофлс. Хотя это вроде дюны уже. Это дюны, да. Еще одна капсула времени из дюн. Прикольно. И что он мне выдал? Никель выдал, ионный кубик. Спасибо. Не-не-не-не. Ну, это я в серии читача. Ну, или в этой серии прочитаю. Так. Мне уже соль не режется, как капсула времени. Что делать? Просто они так отсвечивают белым светом, что мне уже кажется, что я там, где надо. Ну, это ладно. Это просто шизофрения. Я понял одну вещь, что призрачного левиафана в зоне кровавых отраслей найти невозможно. И принял это к сведению. Потому что его очень трудно найти, даже когда ты в креативе. Потому что если ты не включишь скорость на 100 там... Кстати, да, в креативе с помощью консоли можно ускорять скорость. Да и в этой прохождении я мог ускорить скорость, но я слишком честный игрок для этого. Добро пожаловать на борт, капитан. Ну, то есть, если я и ставлю какие-то эксперименты, то я ставлю их в креативе, а потом уже, если они успешные,
делаю это в оригинальной игре. Ну а сейчас нахождение ресурсов, ё-моё. Итак, причин, почему я не буду собирать ресурсы на циклопе, потому что, первое, мне лень. Во-вторых, в дюнах нет титана больше после меня. И третье, я не решил я не решил, какие размеры должны быть у клетки для этого левиафана. Четвертое, Четвертое, мне лень перевозить циклоп в затерянную реку. Опять. Поэтому сейчас желательно, чтобы утро появилось. Но оно уже вроде как-то начинается немножечко. Пошел тут все под землю начало пропадать. Собственно, чтобы не встретить и потом не встретить, никогда не встретить призрачного левиафана, я воспользуюсь консолью. По причине того, то, что я сыкло ебаный. Но я знаю то, что он плавает наверху. Поэтому я не хочу его встречать, поэтому. Так. Ну, он плавает непосредственно за капсулой номер 2, куда мне и надо, блин. Так. Что он бьет? Нет, как будто бы. Так, спущусь-ка я в капсулу номер 2. Поближе. Так. Вот. Блять, да что тут все под землей? Так. Так. Ну, его вроде нет. Пока что его нет. Почему-то. Нигде причем. А он должен быть. Мне страшно. Так. Ну ладно. У меня есть электрошокер, поэтому отогнать его это будет проблемой небольшой. Ага. Охереть, тут специально для дебила еще. Охрененно. Специально для дегенератов. Фонарики. А когда в креативе летал, я их не видел. А, они есть. Я просто помню то, что тут пещерка вот. Где-то вот здесь. И так, я слышал, как он кричит. И получается, именно вот здесь и находится последнее. Документ. Все. Открываем. Имба. Нашел все-таки. Только нахрена мне столько ионных кубов, я не знаю. Так, Данные нового КПК обработаны. Это, получается, инопланетное святилище Альфа и Бета. И структура пришельцев. Биологическая история пришельцев там вроде была, я не помню. Ну ладно, я это сделал. Я теперь верну... Ты долбоёб? Ты что? Так. Так. Блять, испугался тебя. А куда... Что? Куда он ушел? Текаем. В бегах. Он может быть везде. Внимание. Внимание, всем подставам. Блять, они в стенах. Он в стене. Он может быть везде. Бежим. Ну нахрен. Джонни, они в стенах. Где он? Ебать. Добро пожаловать на борт, капитан. Итак, я вернулся. И теперь можно начать читанину. Ну, а тем, кому это не интересно, собственно, кто не хочет это все смотреть. Всем удачи, всем пока. На этом видео закончилось, собственно. Ну, а если вам реально интересно все прочитать, то я это буду читать. Начнем, естественно, с геологических данных. Выступы известняка.
Эти необычные геологические структуры часто образуются вокруг месторождений титана и меди и специфичны для этой планеты. Тщательный анализ показывает, что окаменелость вокруг металла устойчива к эрозии, однако механизм остается неизвестным. Оценка – источник титана и меди. Выступы песчаников. Выступы песчаника. Эти распространенные пористые выступы образуются вокруг небольших количеств драгоценных металлов, либо же эти металлы нарастают со временем в процессе осаждения. Оценка. Источник свинца, серебра и золота. Выступы сланца. Данная осадочная порода образуется из кусочков глинистых материалов, и внутри нее могут находиться такие редкие металлы, как литий. Геологические условия на этой планете указывают на то, что она обычно образуется в глубоких биомах. Оценка. Источник золота, лития и алмазов. Магнетит. Магнетит. Железный оксид. Ценится помимо других качеств за свой магнитный потенциал. Он используется в многих технологиях Федерации, таких как эхолокация и система запуска торпед. Оценка. Необходим для высокотехнологичного производства. Мертвая зона. Вот. Мне было интересно по ней прочитать. Мертвая зона. Геологическое сканирование этой области указывает на резкий уклон, уходящий во все стороны. Данные соответствующей территории, что Аврора упала на край вулканического кратера размером 2 на 2 километра. Вероятнее всего, прошли тысячелетия, прежде чем извержение достигло поверхности и экосистема внутри кратера расцвела. Экологическая среда впадины вокруг кратера способна поддерживать лишь два вида жизни – микроскопическую и класса Левиафан. Исследования крайне не рекомендуются. Исследования крайне не рекомендуются, это мне нравится. Настуран. Настуран. Встречающийся в природе оксид урана. Крайне радиоактивен и нестабилен. Его основное применение при производстве урановых реакторных стержней для ядерных реакторов. Оценка применения в ядерной энергетике. Никелевая руда. Никель – это пластичный металл средней твердости, широко используемый при создании прочных металлических сплавов. Он имеет применение во всей строительной промышленности. Оценка необходима для высокотехнологичного производства. Разбросанные обломки. Анализ подтверждает, что это обломки Авроры. Наружный слой материала окислен. Предположительно, из-за нагрева до температуры свыше 1200 градусов по Цельсию. Модель соответствует разрушению корпуса при входе в атмосферу. Утилизация уцелевшей части судов корпорации Альтеры невозможна на юридическом, моральном и техническом уровнях. Однако обломки вроде таких могут быть переработаны на содержащийся в них титан в любом изготовителе корпорации Альтера. Результаты сканирования окружающей среды 45-46b. Океаническая планета категории 3. Кислородно-азотная атмосфера. Обширное биоразнообразие. Указания по технике безопасности. Может содержать хищников класса Левиафан. Вода загрязнена высоким уровнем содержащейся в ней инородной бактерии. Планета находится за пределами пространства Федерации, спасение маловероятно. Не рекомендуется изучение данной окружающей среды без костюмов для работы с опасными материалами и обширного вспомогательного оборудования. Рубин. Твердый кроваво-красный драгоценный камень, состоящий из оксида алюминия. Рубины могут быть переработаны для получения пользы от их структурной прочности при производстве высокотехнологичного транспорта и модификаций. Оценка необходима для высокотехнологичного производства. Блин. Не думал, что надо будет так долго читать. Загруженные данные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Выжившая дуга. Ну это можно прослушать. Этот остров просто находка. Выгляни в окно. Здесь нет хищников, есть свежая пища. Нет стройматериалов, от корабля ничего не осталось. А малец говорит, что без дополнительных грядок мы будем голодать. Скажи, малец. Это так, отец. Естественная скорость роста слишком мала, чтобы поддерживать нас. Все, что я говорю, это то, что океан нас окружил. Прятаться бесполезно. Рано или поздно нам придется намочить ноги. Быть может, раньше вся ваша жизнь проходила в драках, Мейда, но я уже принял решение. Хотите лишиться вознаграждения за опасный услуги, чтобы поплавать? Так дерзайте. Обезвоживание. Блин. Важные показатели стабилизированы. Ура. Все, можно слушать дальше по факту. Сын, я сказал, подожди, пока стихнет буря.
Твоя жизнь ценнее для меня, чем какая-то грядка с травой. Ты больше не командуешь с тех пор, как корабль, где ты был капитаном, затонул. Я перестану командовать тогда, когда ты начнешь заботиться о себе сам. Слушайте, шеф. Шеф, Что? вы знаете, как осушить те грядки от 40 тонн ливневых вод? Или как наколдовать еду из воздуха? Я знаю, как расставлять приоритеты. Я лишь хочу сказать, что же сегодня стоит для вас жизнь сына, если завтра вы будете так голодны, что начнете размышлять, каков он на вкус. Позвольте ему заняться растениями. Цен, пойди и займись растениями. Барт Торгал покинул жилище. Еще раз вмешаетесь в дела моей семьи, я оставлю вас здесь, когда прибудет спасательная команда. Вы меня поняли? Помощь не придет, шеф. Вовремя не придет. И оставаться здесь тоже нельзя. Этот дождь продолжает идти, и рано или поздно это место будет затоплено. Самое интересное здесь – это затопит ли нас вместе с ним. Вы привели нас на эту насквозь промокшую планету. Сказали, что мы получим солидный гонорар. И что мы имеем спустя каких-то 6 недель? Погибший экипаж, жилище наполовину завалено, еду смыло. Я полагаю, что лучше было бы переложить ответственное решение на кого-то с таким обширным опытом битья людей по лицу, как у вас? Я знаю достаточно для того, чтобы не делать внеплановых остановок на неизведанных планетах. Легко осуждать мои решения задним числом. Тяжелее придумать свой собственный план. Мы берем все, что сможем унести, и спускаемся в пещеру. Я разведала место. Пара сотен метров вниз. Большие залежи металла. И как, по-вашему, мы будем там выживать? С открытым доступом к стройматериалам? По-королевски, черт побери. Пара очистных станций, биореактор, свежая рыба. Мы будем есть салат из морских водорослей и пить собственную мочу, если потребуется. Важно только одно. У вас есть предложение получше. Перешлите координаты на мой КПК. Я рассмотрю ваше предложение. Я нашла ее снаружи, в песке. Часть другого корабля? Таких я прежде не видела. Она даже не поцарапана. Не играйся с ней. Она может быть ценной. Расслабьтесь, шеф. Если бы она должна была рассыпаться в пыль, то она бы рассыпалась еще тогда, когда я только подобрала ее. Она светится. Мы не первые люди, которые пришли на эту планету. Возможно. Возможно, пришельцы. По мне, так хоть те чертовы морские чудовища. Одно можно сказать точно. Мы ничего не узнаем, оставаясь здесь. Ну, Дегази, они дебилы. Мне кажется, после уже ситуации с Меркурием 2 это можно было понять. Сын, всегда есть иерархия подчинения. И в нашем мире эту иерархию образуют деньги. Я плачу Мэйке долю от того, что я плачу тебе, а тебе долю от того, что я плачу себе. Если иерархию образуют деньги, то почему Маргарет принимает решение? Она нужна нам. Мы позволяем ей думать все, что ей угодно, пока она делает то, что ей сказано. А если она не будет? За достаточное количество денег будет. Люди всегда так делают. Мы уже в 200 метрах ниже уровня моря. Вы хотите идти еще глубже? Посмотрите вокруг, шеф. Мы тонем мало-помалу. Если прибудет помощь, то чтобы нас не сбило, оно сделает это еще раз и еще. До тех пор, пока его не отключат. Вы видите где-нибудь тут рядом выключатель, шеф? А почему этот выключатель должен быть полукилометром ниже? Ваш малец обнаружил что-то на сканере. Там, внизу, есть что-то, чего там не должно быть. Вы сошли с ума! Возможно, но я все же пойду. И мне думается, что вы двое пойдете следом. И если пойдете, учтите, ваша власть закончилась на уровне моря. Ну, тут как бы Барт, скорее всего, про свой сканер либо имел в виду вход в затерянную реку, либо изоляционный комплекс пришельцев, либо он имел в виду как раз-таки главный изоляционный комплекс, где сидит мамка. Ну, это потом узнать можно. Пожалуйста, хватит ругаться и послушайте меня. Мы больны. Что? Как? Вы кашляли, верно? Чувствовали зуд?
есть нарывы. Еще бы. Если бы мы болели, биометрические датчики нас бы предупредили. Это что-то новое. Его нет в базе данных. Тогда выкладывай, что она с нами сделает. Вывернет наизнанку, превратит в желе. Это инопланетная бактерия. Она везде, в каждом организме на этой планете. Она изменяет наш генетический код. Как эти существа выживают, если они заражены? Я пока не знаю. Хочешь, чтобы я их повскрывала для тебя? Поняла, чем они живут? Нет, Просто скажи мне, что тебе нужно, сынок. Материалы, инструменты. просто успокойтесь, ладно? Мне надо подумать. Тут все просто, как человек, который знает сабнатику, могу сказать. Существа на 45-46B не умирают из-за того, что из главного реализационного комплекса путем очистки пескуны разносят по планете малоконцентрированный фермент 42, который ослабляет, но не убивает бактерию Хара. Собственно, поэтому они и выживают здесь. Маргарет Мейда взошла на борт жилища. Чему ты так радуешься, Мейда? Эй, малец, я тебе кое-что привезла. Это что, Левиафан снаружи? Притащила его домой на крыше подлодки. Ты убила его? Он еще дышит. Я как раз собиралась закончить дело, но может мне постоять и поболтать, если вы так хотите? Нет? Тогда сделайте полезное дело, дайте мне вот тот закаленный нож. Ты что, с ума сошла? Ты притащила эту тварь сюда? А что, если он не такой уж и мертвый? Что, если другие придут? По-твоему, лучше, если бы ему стало любопытно, и он приплыл сам? Или если бы его отмутузили и притащили сюда? Когда мы выберемся с этой планеты, я затаскаю тебя по всем судам всей чертовой федерации. Вот тут эта ситуация уже непонятна. Поскольку я не читал описание кальмара крабов, я не могу сказать, что их атаковало. Ну, то есть, чисто с биологической точки зрения, Мейда могла припереть 3 существ. Поскольку их последняя база находилась в Большом рифе, это мог быть либо призрачный Левиафан, либо Левиафан-жнец из-за близкого нахождения около дюн, либо это мог быть кальмара-краб. Поскольку я не читал описание кальмара-краба, я не знаю, кого она притащила. Потому что в Subnautica Below Zero вот эта акула-кальмар или Squid Shark, кальмара-акула, я не знаю, как она называется. В ее описании написано то, что она является классом Левиафана, только слабейшим. Ну, то есть она ниже пищевой цепочки Левиафанов. Скорее всего, с кальмар-краба может быть так же. Он тоже может быть таким недоразвитым Левиафаном. И поскольку жнеца, ну, то есть в той пещере нет, складывается вариант либо призрачный, которого там быть не может из-за того, что призрачные левиафаны расположены слишком далеко друг от друга, и шанс того, что она притащила именно его, очень маловат. Значит, это был кальмар-краб. И, ну, по факту, в Большом рифе обитает большинство кальмара-крабов, поэтому, скорее всего, это был кальмара-краб, и его брат пришел за него отомстить. Слушаем дальше. Последний голосовой журнал Дегази. Катастрофа. С меня довольно. Ты рискуешь жизнями моей семьи. Ой, уймись, шеф. Мальцу не победить болезнь без образцов для исследований, а я приношу их домой. Барт, скажи ей. Скажи ей, что я прав. Вы оба не правы. Я не смогу понять, как эти существа сопротивляются бактерии, если вы их всех вырежете. Они не часто соглашаются сюда живьем приходить. Он имел в виду, что ты ведешь себя опрометчиво. Отец, результаты будут не лучше, если мы просто зароемся здесь и не будем выходить наружу. Надо найти 3-й путь. Компромиссов нет. Только не тогда, пока она на моей базе. Твоей базе? Я иду наружу. Барт Торгал покинул жилище. Барт, вернись, это опасно. Черт возьми, я знаю, что ты меня слышишь. Шеф, отойдите от радио и надевайте шлем. Что? Держись! Ну, я, наверное, сейчас сделаю вставку с монтажа, где я сравню звуки жнеца и звуки кальмара-краба.
Потому что это было похоже на обоих из них, но это не было похоже на призрачного Левиафана. То есть отсюда исходит вариант, то, что кальмара-краб в любом случае тут присутствует, как теория, а жнец и призрачный опрометчиво. Ну, то есть они тут отчасти. Так, ну, первый журнал Барта Торгала, получается. Я думал, живя под водой недалеко до клаустрофобии. Отец это чувствует. Он бы сказал мне, что это ребячество, но я, выглядывая в окно, иногда думаю, как мне повезло увидеть этот мир вблизи. Там, на острове, я бы не поверил, какие животные здесь обитают. Рыбы, они светятся. Есть такие, которые состоят на 90% из глазного яблока. Змеи в 2 раза длиннее отсека жилища. Само собой, они не все дружелюбны. Большая часть растительности токсична, и я узнал это на своей шкуре. Но я смог заставить несколько мраморных дынь расти в помещении, а когда их не хватает, мы едим этих самых рыб. Это немного мерзко, но тут уж ничего не поделаешь. Я пытался документировать свои находки. Отец одобряет. Он говорит, что знание — это сила. Чем больше мы знаем об этой планете, тем лучше мы можем использовать ее себе во благо. А я же занимаюсь этим просто потому, что это весело. В последнее время я наблюдаю за крабозмеями. Они нападают из засады на свою добычу, когда она пытается есть грибы, в которых они прячутся. На дно оседают недоеденные остатки, которые удобряют грибы, которыми питаются травоядные, и цепочка продолжается. От эволюции просто мурашки по коже. Называется не К-эволюция, а симбиоз. Хотя, может быть, К-эволюция, потому что, грибы они сами подстроили, чтобы прятать крабозмеев. Собственно, ну да, это похоже. Произошло кое-что невероятное. С тех самых пор, как мы оказались тут, я планировал изготовить оборудование и изучать все эти невероятные формы жизни, которые мы встретили, но у нас не хватало эмалевого стекла. Так что я начал искать естественный субстрат, который укрепил бы наше стекло. И тот, что нашелся в зубах сталкера, как раз подошел. Ну, вот только нам было нужно больше. Вот тут Маргарет заинтересовалась. Она действительно слушала меня. Чего я не могу сказать об отце. Так что я набрался смелости высказать свои более сомнительные теории. Когда я сказал ей, что их притягивают залежи металла, что их зубы выламываются, когда они их подбирают, ее глаза сузились, и она вылетела из комнаты. Она вернулась через 3 часа с рюкзаком под завязку, забитым зубами сталкеров. Я спросил ее об этом. Она пожала плечами и сказала, что мои теории оказались хороши. Сказала, что приучила их есть с рук. Думаю, она это имела в виду буквально. Она просто невероятная. Она отправилась в рощу водорослей, вооруженная всего лишь термоклинком, и встретилась лицом к лицу со стаей сталкеров. С одной стороны, это самый крутой поступок, о котором я когда-либо слышал. С другой, надеюсь, что сталкерам не стало хуже после того, что сделала Маргарет. Какой тогда смысл выживать в этом месте, если мы убиваем все, что делает его прекрасным? Первый раз за многие месяцы я вижу солнечный свет. Все это время, проведенное на глубине, я мечтал о нем. А теперь, когда я снова здесь, им сложно наслаждаться в одиночку. Мы не должны были заходить так глубоко. Мы не нужны им там, внизу. Как бы я ни старался, болезнь усиливается. Маргарет и отец стали частью экосистемы этой невероятной планеты. Утешает то, что когда я уйду, я присоединюсь к ним. А до тех пор... Что ж, отсюда прекрасный вид. Маргарет. А что Маргарет? А вот все, блядь, хуй вам. Не расскажу. Журнал шефа 5 недель после крушения. Единственные выжившие, кроме меня, это мой сын Барт и Мейда, недорогая наемница, которую я нанял для этого путешествия. Спустя несколько суток, проведенных в спасательной капсуле под стук дождя по крыше, погода прояснилась и нас вынесло сюда. Я отправил Мейду собирать обломки Дегази, а Барта искать стабильный источник пропитания. Его образование окупает себя быстрее, чем я ожидал.
Единственная наша проблема — это Мейда. Она утверждает, что погода изменится. По мне, так она ищет повод рискнуть нашими жизнями. Складывается впечатление, что она никогда не оставалась больше, чем на неделю без физического конфликта, и теперь ищет драки. Каждое ее суждение строится на том, что все пойдет от плохого к худшему. Если бы у нее был мой опыт, то она бы поверила мне. Люди тысячелетиями специализировались на том, как обуздать природу. Эта планета не создаст нам никаких новых проблем. Наша единственная цель теперь остаться в живых с как можно большим комфортом, пока страховая компания не организует спасательную экспедицию. В этой части космоса это может занять месяцы или даже годы. Кстати, вот говоря о возвращении из глубин, про то, что он говорит, мы не нужны им там внизу, это можно понять, то, что он имеет явно каких-то существ, которые помешали им спуститься еще глубже. Я могу тут выдвинуть теорию, то, что это были детеныши призрачного левиафана, кальмара-крабы, стражи, ну и явно речные мародеры, или как их там, ну просто мародеры, как их там зовут, я не знаю. Ну, то есть, они все обитают в затерянной реке, собственно, и отчасти в Большом рифе. То есть, именно они, скорее всего, и стали причиной их дальнейшего непродолжения экспедиции и их собственной смерти. Я не знаю, я чувствую себя каким-то теоретиком на данный момент, а на данный момент, пока я это все говорю, уже 33 минуты прошло, и я не знаю, как я буду дальше слушать все. Наверное, эта серия будет часовая, и мне придется оставлять постоянно тайм-коды. Ну ладно, похер. Знаете, что Мейда сказала мне сегодня? Она хочет построить жилище на глубине 500 метров, более чем в километре к северо-востоку отсюда. И для этого ей нужны Барт и я. Она вбила себе в голову, что сможет спасти нас, если будет действовать достаточно опрометчиво. Но я перевозил звездных нарвалов на Нептун, Пласталь в Федерацию. Моя семья владеет 9 разными горнодобывающими колониями по всему рукаву Ариадны. Мейда думает, что она лучше руководит? В ее контракте говорится иначе. Но, черт возьми, я просто не могу сказать, то ли это самая глупая идея, которую я когда-либо слышал, то ли это моя единственная надежда. Мне на прошлой неделе стукнуло 80 лет. Я думал, что проживу еще 80, но застряв на этой планете, я не смогу заменить свою печень, когда старая откажет. Здесь я смертен. И Мейда мне пригодится, так что это моя ответственность принять решение. Вернуться на остров и надеяться на то, что сбила Дегази с небес, не сделает то же со спасательным кораблем, или отправиться глубже в поисках ответов. И все это время надеяться, что старость доберется до меня быстрее, чем морские чудовища. Я дам Мейди должное лишь в одном. Она была права насчет этих пещер. Там достаточно лития, чтобы изготовить сотни тонн пластали. Хватит на целый чертов флот подводных лодок «Циклоп». Никто и никак не смог бы избежать крушения, но я был прав, приказав свернуть с курса. Если мы уберемся с этой планеты, о цене акций Таргалов заговорят на другом краю Федерации. Ну, тут как бы дебил. По факту Пол — это просто зажравшийся бизнесмен, который при этом еще и дебил. Пришел из ниоткуда. Инопланетный кракен размером больше циклопа. Проделал дыру прямо сквозь укрепленный корпус. Я едва успел надеть дыхательный аппарат вовремя. Я говорил ей. Я сказал, что придут другие. Меня отбросило в сторону от жилища, а тварь повернулась и рванулась ко мне. И когда ее щупальца уже были на расстоянии броска, откуда ни возьмись, появилась Мейда. В одной руке у нее был глайдер, в другой — зазубренный кусок металла. Она собиралась убить зверя или умереть, пытаясь это сделать. Последнее, что я видел, как она садила металл в его шею и висела, в то время как чудовище изо всех сил старалось стряхнуть ее, уползая во тьму. Я уверен, она получила то, чего хотела, так или иначе. Затем мне показалось, что я увидел свет далеко внизу. Я надеялся, может быть, Барт сумел уплыть. Я поплыл за ним. Теперь я думаю, а видел ли я вообще хоть что-то? Кислород на исходе.
Жилища больше нет. Я не вижу неба. Что-нибудь точно почует мою кровь. Я забыл факт того, что Мейда по сюжету убила жнеца и приплыла на нем в Белоузиру, блин. Получается, она все-таки притащила жнеца из Дюн. Ну, как бы... Наверное, я на монтаже еще звуки сравнил, поэтому нормально. Так, это из пещеры с грибами. Так, записи об окружающей среде. Пользователь Пол Торгал запросил перекрестную сверку данных местного сканирования с идеальными условиями для постройки жилища. Отображение результатов. Большая подземная каверна с многочисленными входами. Условия поддерживаются уникальным микромир хищных форм жизни. Небольшая структурная неустойчивость стенок пещеры. Обширные залежи ресурсов. Средний индекс безопасности среды С. Индекс безопасности оптимального места для жилища B. Участок 7 выбран в качестве оптимального для строительства жилища по следующим соображениям. Близость к одному из входов в каверну на случай опасности. Средняя удаленность от хищных организмов. Стабильный фундамент для постройки. Готовый доступ к материалам. Создан сигнал местоположения участка. Так. Поисково-спасательная миссия Альтер. Второстепенная задача миссии Авроры. Миссия поиск и спасение. Цель. Экипаж монгольского судна Дегази. Последнее известное местоположение окрестности планеты 4546b. Рукав Ариадны. Контактное лицо. Эмиссар Джучи Хасар. Пассажирский отсек Авроры. Краткое описание задачи. Монгольское судно Дегази с высокопоставленным монгольским начальником на борту пропало почти десятилетия назад. Страховой отдел корпорации купил право подняться на борт Авроры для эмиссара Хасара, и вам следует приложить все необходимые в разумных пределах усилия, чтобы найти и вернуть экипаж Дегази без ущерба для основной миссии. Подтверждение судьбы экипажа поможет Альтере в дипломатических делах с монгольскими консулами. Обезвоживание. Я не знаю, как производится консулы или консулами. Важные показатели стабилизированы. Поэтому так. Так. Детали миссии. Аврора должна выполнить маневр гравитационной пращи вокруг планеты 4546b. Океаническая планета категории 3. Приблизительно 13 месяцев спустя после старта. Это выведет корабль в район последнего известного местоположения Дегази. Для данной миссии в пакет грузов Авроры были включены дополнительные водные и вездеходные виды транспорта. Список пассажиров Дегази был разослан старшим служащим в виде отдельного сообщения. Список экипажа. Барт Торгал. Второстепенная цель для поиска и спасения Барт Торгал. Должность вице-президент корпорации Торгал. Статус пропал в космосе рядом с планетой 4546b. Возраст на момент исчезновения 19. Единственный законорожденный ребенок Пола Торгала. Бенефициар усовершенствованных методов обучения мозговых имплантантов. Прошел цифровое обучение в области углубленной биохимии и звездной экономики. Эмиссар Хасар сообщает, что Барт сопровождал своего отца к недавно построенной космической станции, где ему предстояло работать в течение 5 лет в должности главного операционного директора. Так, подожди. Это, получается, явно есть еще список экипажа Маргарет. И явно еще двое, получается. Это мне опять искать? Блин. Ладно, мне лень. Список экипажа Дегази и Пол Торгал. Второстепенная цель для поиска и спасения. Пол Торгал. Должность руководителя корпорации Торгал. Капитан Дегази. Статус пропал в космосе рядом с планетой 46b. Возраст на момент исчезновения 79. Пол Торгал и его экипаж потеряли связь с монгольскими властями около десятилетия назад. Торгалы были изобретательным и сильным кланом, а корабль был хорошо оснащен, так что их выживание оценивается как вероятное. Хотя многочисленные корабли, проходившие через систему, пытались с тех пор отследить корабль, но безрезультатно. Есть надежда, что первоклассный набор сканеров Авроры справится лучше. Стал держателем контрольного пакета акций корпорации Торгал после выхода матери на пенсию. Сотрудничал с Альтера, ограничиваясь нечастным
нечастыми поставками вооружения. Бенефициар в сфере технологий продлевания жизни. Сопровождался своим единственным ребенком Бартом Торгалом, 19 лет. Наследником корпорации Торгал. Эмиссар Хасар сообщает, что Торгал часто путешествовал с минимальным экипажем и был известен своим необдуманным, но рентабельным решениями. Необдуманными, но рентабельными решениями. Недостаточное обслуживание систем корабля или отклонение от запланированного маршрута могли послужить причинами исчезновения судна. Я не знаю, может быть, есть еще про Маргарет, может, ее нет. Может, она сдохла нахер где-то в подвале, я не знаю. Но тут про Аврору тоже можно послушать. Мэм, я прошу вас сохранять спокойствие. Сейчас мы вне опасности. А где спасатели? Авроры больше нет. Так, где же спасатели? Они погибли, мэм. У нас есть координаты места встречи, но по пути сильное радиационное заражение. И что вы собираетесь делать? Я глава отдела кадров, мэм. Это не в моей компетенции. Но КПК говорит, что если мы найдем свинец, то сможем сделать противорадиационные костюмы. Я не сделаю и шага из этой капсулы без должной защиты. Не волнуйтесь, я пойду. Вы что делаете? Вас так долго не было, я уже подумала, что вы утонули. Это не аварийная ракета. Я пытаюсь привлечь чье-нибудь внимание. Прекратите ей так размахивать, вы подожжете топливопровод. Ну, собственно, не удивлен. На самом деле я не доктор. Я знаю, что написано в моем удостоверении, но я никогда им не был. Я обманом сдал экзамены по медицине. Зачем современному доктору знать, как вручную вправлять кости? Когда в последний раз лучший хирург на свете на самом деле вскрывал кого-то? Для этого нужны роботы. Современные доктора читают диагноз с компьютера. Для этого я вполне компетентен. Я истекаю кровью. У меня на руках растут светящиеся зеленые наросты. Я провел самосканирование, и мне пишут, что у меня раздражение кожи. Из какого черта я должен знать о том, как лечить инопланетные болезни? Похоже, тут внизу я и умру. Поэтому вот, детки, не списывайте на экзаменах, а то вам фики-дрики трали-вали. Все. Так, бортовой журнал помощника Кина с капсулы 19. Всему экипажу. Если вы читаете это, значит вы следовали за автоматическим сигналом бедствия, отправляемым с бортового компьютера и спасательной капсулы. Вопреки моим приказам, я был вынужден эвакуироваться. Вам приказано забыть о моей безопасности и попытаться добраться до до назначенных координат места встречи на ближайшей суше. Я надеюсь увидеть вас там. Сам сдох в итоге. Журнал Оззи. День крушения. Я не знаю, что за чертовщина происходит, страшно, наружу не выйду. В воде под люком тени, не могу сказать, камни это или пришельцы. Рядом странного вида пещеры. Аврора везла все, что только нам могло понадобиться для постройки фазовых врат. Переносные сборщики транспорта, биореакторы, пропульсионные пушки. Там был кинотеатр, там был тренажерный зал с нулевой гравитацией. Мой кафетерий. Не понимаю, как мы оказались здесь. Я не знаю, почему за мной никто не приходит. Ты думаешь, тут есть что-то еще быстрее? О, наверняка. Это если предположить, что он не перегрузится, пройдя 3 метра от спасательной капсулы. Ты не волнуешься на этот счет. Я вижу инженерную проблему. Если я перестану видеть повсюду расчеты, я приду в ужас. Ну, про них не очень много сказано, собственно, и понятно. Я перепробовал все. Сгорели контуры ситуационного анализа для крафтинга. Я едва ли могу произвести даже самые простые материалы. Нужна батарея? Вот, держи детскую игрушку. Нужно оборудование для погружения? Держи лабораторное. Проголодался? Дай-ка я превращу этот фрукт в труху. Остался метод проб и ошибок. Буду нажимать все кнопки подряд. Должно же наконец выйти что-нибудь полезное. Итог: умер от акул, бля, костяных. Мы тонем, надо эвакуироваться. Постой. Я смогу перенастроить кислородную систему на откачку воды. Работает? Ладно, хорошие новости. Мы живы и перестали тонуть. А плохие? Кислород закончится через 30 минут, а мы на глубине 500 метров. И что нам делать?
Используем остаток энергии, чтобы отправить сигнал бедствия и изготовить все снаряжение, какое сможем, а затем будем выбираться на поверхность. Вот это уже что новенькое. Ой, это можно послушать, имба. Виноватых нет, как я погляжу, да? Он мне дал неверные координаты. Она не дала мне четких инструкций. Вы были одинаково некомпетентны. Пусть мы потеряли время, но до планеты добрались, так что если Дегази там, то сканер должен его засечь. Почему мы вообще монголам помогаем? Мы ведь с ними конкуренты. Понравился отдых на станции Санджей? А топливо в баках нравится? Спасибо монголам. Запустим сканирование, покажем им, что ничего не нашли, и поблагодарим за бесплатный ужин. Понятно? Сэр, тут сканер показывает на поверхности что-то странное. Выключить запись. Так. Вот где эти мрази были, получается. Это не ГТТ, ГТДЮ. Они сдохли, получается. То есть капсула номер 2 не помогала помощнику Кину, а помогала именно капсула 3. В фандоме Сабнатики капсула 3 сдохла от взрыва глайдера. И я, получается, один дегенерат, который это все искал. Спасибо. Кин? Это Аврора, ответь. Это Кин. Капсула отделилась штатно. Приземление через 30 секунд. Компьютер обнаружил сушу, координаты прилагаю. Я хочу, чтобы ты собрал экипаж там. Понял вас, Теперь но... ты за них отвечаешь, не подведи. Капитан, вы должны эвакуироваться. Никак нет. Тебе нужен целый корабль, чтобы связаться со штабом по дальней связи. Я попробую управляемый спуск. Капитан? Ну, это страшный момент. Вообще. Мы должны вернуться на борт Авроры. А, то есть все-таки эти дебилы живы тоже. Ну, то есть теперь... подожди, а где капсула номер 3 теперь потерялась? Ладно. Мы должны вернуться на борт Авроры, починить дальнюю связь и связаться с другими выжившими. Не может быть, чтобы только мы выжили. Не такие приказы мне отдавал капитан. И вам я такого не приказывал. Дело не в субординации, а в выживании. Мои обязанности временного командира не включают заботу об их удобстве. Выйдите из воды. Если я попаду в неприятности, я пришлю вам свои координаты. Я не могу отпустить вас одну. Тогда идемте со мной. Вы не оставляете мне другого выбора. Получена экстренная передача от второго помощника Кина 2 часа после последней активности. Встреча не удалась. Я перехватил передачу из штаб-квартиры Альтерры. Похоже, что они отправили пакет данных на Аврору. Нас перехватил хищник класса Левиафан, прежде чем мы добрались до корабля. Считайте, что техдиректор и я пропали в море. Будьте осторожны. Кин. Конец связи. Вопрос, как он это записал? Если жнец их заметил. То есть по пути на Аврору их заметил жнец. И либо он раненый куда-то уплыл и сдох, и почему он таким спокойным голосом говорит. Ну это, конечно, в такой ситуации говорить способным, спокойным голосом, это пиздец какой-то. Начата процедура запуска спасательной капсулы. Вход в планетарную атмосферу. Мои создатели, хранители и вседержатели миров, дайте мне на сей день повседневных благ моих, как и я дарую тем, кто ищет благ от меня. Внешние температуры приближаются к критическим уровням. Укажи мне путь в жизни, истине любви, ибо со мной сила, я един, ныне и во веки веков. Столкновение неизбежно. Жизнь — это игра, в которую Вселенная играет сама с собой. Я закончил играть этой кучкой плоти. Верни меня. Ну получается... Подожди, Хасар это капитан Авроры или нет? Если капитан, то он, получается, помолился, упал в зону грибов и либо разбился вот так вот и умер, либо не знаю, что с ним произошло. Хрен пойми. Бля, журнал капитана. Крейг МcGill. Крейг МcGill, симулятор врат. Размер. 1 игрок. Капитан Хот-дог. Холлистер.
Карта Бореаль-9. Ресурсы нормально. Вы исследуете инопланетное болото, когда корабль, на которого вы сюда приплыли, взрывается. Должно быть, это паукообразный похититель почек. Быстрее, что вы будете делать? Обыскать место падения? Вы сделаете инопланетное растение. Использовать технологический дезинтегратор недоступно. Это именно то, что сделал бы Крейг МакГилл. После нескольких часов собирательства вы собирали несколько потенциально пригодных для сельского хозяйства продуктов питания. Чем вы будете себя поддерживать? Яйца звездных нарвалов, вонючий корень, древесный таракан. В то время как яйца звездных нарвалов питательный, жизненный цикл этих огромных космофобных существ очень медленный для поддержания фермы. И кроме того, их мать сильно зла на вас. Сразиться со звездным нарвалом. Просить прощения у звездного нарвала, принять свою судьбу. Крейг МакГилл знает, что нет основания пререкаться с матерью. Вы не столько разодраны на части, сколько проглочены целиком и расщеплены. Атомы, которые, по вашему мнению, были вами, постепенно перераспределяются в угоду непрерывного питания выживания звездного нарвала. Хотите продолжить? Нет. Я замечаю склонность альтеранцев не просто думать, что у вас есть все лучшее, но и что ваш путь единственно верный, что это все вообще заполучить. В монгольских штатах у нас есть свобода работать на себя. Эй, большинство из нас подрядчики. Джо владеет собственной компанией. На чьем корабле ты сейчас живешь? На своем или Альтеры? Тебе не мешало бы вспомнить, на чьем корабле ты, монгол. По моим религиозным убеждениям, этот корабль принадлежит нам всем. Мы все часть одной системы. Единственная разница между нами в том, где мы решаем провести черту. Мудрые слова для человека из корпорации пастухов, борющихся за камни в дальних уголках космоса. Вот это, по-моему, зря он спизданул. Всем сотрудникам Альтеры. Я приземлился в районе с высокой инопланетной активностью. Встретил хищников класса Левиафан. Очень агрессивны. Спектроскопический сканер дал особям обозначение «Жнец». Одна особь пыталась проглотить капсулу, нанеся значительные повреждения. Единственный приемлемый вариант – добраться до безопасной зоны на месте крушения Авроры. Я добыл ящик с чертежами приманки для существ и достаточно ресурсов, чтобы изготовить пару приманок. Плыть придется дольше, чем работает приманка, но этого как раз должно хватить, чтобы отвлечь их. Если вы не найдете меня на борту корабля, значит я просчитался. Либо взорвался. Выход из спящего режима. Загрузка распознавания голоса. Распознаны инженер Беркли и генеральный технический директор Ю. Дрон, дай мне пропульсивную пушку. Репульсионная пушка выдана. Эй, Беркли, попытаешься установить эту распредкоробку репульсионной пушкой, продырявишь грузовой отсек. Черт побери, дрон, я сказал пропульсивная, а не репульсивная. Откалибровать датчики. Датчики откалиброваны. Проблема не в датчиках. Я подправила программу. Он теперь, как ты, не любит, когда ему указывают. Дрон, я знаю. Теперь его зовут Альберт. Альберт, я знаю. Ты не виноват, но ты очень поможешь мне выполнить мою работу, если принесешь то, что я просил. Заранее благодарен. Выдана пропульсионная пушка. Спасибо. А теперь проваливай. Переход в спящий режим. Босс, это ваше хобби не делает мою работу проще. Может и так, но без этого я со скуки могу однажды прогуляться в космос в одном белье. Ну, бывает. Бля, опять читать. Сколько минут я уже это все слушаю. Это даже не все, а уже 55 минут и записи. Ну, я не знаю, извините, пожалуйста, если эта серия будет 2 часа, но я сам хочу вам всю информацию рассказать, и сам я хочу, собственно, ее узнать. Мне интересно. Планирование заработка. 2 варианта. Первый — продолжать работать на долгосрочных миссиях в дальних уголках космоса. Второе — придумать прибыльный бизнес. Продать дело Альтерии, жить долго и счастливо. Я выбираю второй. Идеи. Робот, который строит других роботов. Система фильтрации воды с вечным источником питания. Солнечная энергия, телесное тепло, солнце вечно. Проверить это. Фазовые врата, которые могут быть построены самовосстанавливающимися роботами, а не слабыми одинокими людьми за 18-месячный срок. А что случится, когда что-то пойдет не так? Программа VR, которая точно имитирует реальную жизнь вплоть до мельчайших деталей. А вдруг я ее уже изобрел, и я прямо сейчас внутри нее?
Пушка, которая стреляет другими, более мелкими пушками. Вот тут не вижу никаких реальных возражений. Ладно. Вот сейчас с Авроры все прочитаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Данные по инопланетянам тут пиздец. Может, журнал операций? Данные черного ящика Авроры. Значит, маневр гравитационной пращи вокруг планеты 4546b. Высокоскоростной энергетический импульс выпущен с поверхности планеты. Аварийный сигнал Беста отправлен по дальней связи на послушивающий буй корпорации Альтера. Обнаружено попадание. Отсек со спасательными капсулами по правому борту повреждены. Исходящая связь нарушена. Начата экстренная эвакуация. Ручное управление передано капитану Холлистеру. Спасательная капсула 1-25 успешно запущена. Выход в атмосферу планеты. Зарегистрирован мощный удар. Защита ядра привода повреждена. Аварийный ответ получен от 8 капсул на поверхности планеты. Признаков человеческой жизни обнаружен на дальнем расстоянии через 8 часов после падения. 1. Это я. Пропавший без вести персонал, шеф по обслуживанию второстепенных систем. Райли Робинсон. Ура, вот откуда можно знать имя КГ. Энергетический импульс не соответствует известным технологиям планетарной обороны. Решение по выживанию штаб-квартиры Альтера получено спустя 8 часов. На высокоприоритетный терминал на каюте капитана. Оборудование слежения отказало через 13 часов после падения. И журнал прибора VR. Так, игрок 1 был смыт чрезвычайно сильной волной. Игрок 2 продал кокос игроку 3 за 10 кредитов. Игрок 3 посадил кокос. Игроки начинают голодать. Игрок 3 вырастил кокосовую пальму. Игрок 3 съел кокос. Игрок 3 больше не голоден. Игрок 3 продал кокос игроку 2 за 30 кредитов. Игрок 2 съел кокос, но все еще голоден. Игрок 3 отдал кокос игроку 2 в обмен на строительство палатки. Игрок 3 спит внутри своей палатки. Игрок 2 замерзает. Наступает ночь. Проходящий мимо корабль предложил торговлю. Игрок 2 купил мушкет за 30 кредитов. Игрок 3 был дважды ранен в голову во время сна. Игрок 2 выигрывает, игрок 2 умер от холода и голода. Пробоины в защитном кожухе ядра привода. Привод ядра Авроры экранирован толстым металлическим кожухом, пробитым в нескольких местах вскоре после крушения. Из-за пробоин утечка радиоактивных материалов будет продолжаться до тех пор, пока пробоины не будут заделаны. Для этого излучение в окружающей среде со временем рассеется. Данную процедуру следует проводить только в полном противорадиационном облачении с полностью заряженным ремонтным инструментом. Штаб-квартира Альтера. Это сигнал бедствия. Аврора на курсе столкновения с планетой 4546b. Высылаем все доступные данные по окружающей среде. Просьба найти решение для спасения. Конец связи. Дальше мы хрен что получим. Штаб-квартира Альтера спустя 8 часов после падения. Говорит штаб-квартира Альтера. Вы должны найти... Это не хлебало. Он дважды это повторяет, я не знаю еще. Говорит штаб-квартира Альтера. Вы должны найти прикрепленные к этому сообщению штиль спасательного корабля, который, как мы думаем, будет способен выйти на орбиту и доставить вас до ближайших фазовых врат. Он рассчитан на материалы, которые вы сможете найти на месте, но ему потребуется до черта энергии. Быть может, вам потребуется собрать детали реактора Авроры или придумать что-то другое. Мы убедимся, что... А спустя 8 часов после падения передатчик связи отключен. Бля, сука, тут коды включай. Ладно. Главный изоляционный комплекс. Маршрутизатор энергии теплоэлектростанции, распределяющий собранную локальную энергию по другим комплексам на планете. Местоположение главного изоляционного комплекса обновлено. Построен внутри естественной расщелины. Соединен с данной сетью пещер. Расположен в юго-восточном направлении. Область с вулканической активностью. Глубина 1,4 километра. Распределение энергии карантинная охранная телепорт единица 5%. Сеть арок 10%. Святилище альфа-бета-капа 10%. Карантинная охранная платформа 35%. Комплекс по исследованию болезней автономный режим. Главный реализационный комплекс 20%. Резерв 20%. Нет никакого явного способа перервать ток энергии. Кстати, походу,
вот святилище Каппа, это вот то, которое находится в затерянной реке. Да, блин, что с носом, блин. Который находится в затерянной реке, скорее всего. Доступ к лаборатории. Если вам нужно настроить свое оборудование, используйте станцию модификации в носовой секции или возьмите заранее настроенное оборудование из лаборатории рядом с дата-кольцами. Код для двери 6483. Рифма, кстати. Заманчивое предложение от Хаггинс. Кому Уилсон? Говоришь, что уже больше года на этом драндулете и никогда не бывало снаружи? Так вот, теперь у меня есть друг с ключами от огромного, мать его, робокостюма. Нам совершенно нечего делать, пока мы не доберемся до звезды и ни на чем не начнем работать над вратами. Если хочешь попробовать звезды на вкус, только скажи. У меня есть тут запасной краб специально для тебя. Ты не знаешь, что такое сила, пока не раздробишь астероид собственными голыми, механическими усиленными руками. Хочешь сыграть в мяч, пролетающим мимо метеором? Приходи в каюту номер 1. Код 1869. Обезвоживание. Да иди ты нахуй. Важные показатели стабилизированы. Заметка для себя. Вот мы, наконец, в открытом космосе. Мы пересекли галактику, чтобы установить фазовые врата, чтобы отправлять корабли, добывать ресурсы, чтобы строить более дорогие корабли, чтобы устанавливать еще более крутые фазовые врата. Мы пытаемся истощить галактику или самих себя. 18-е, хер пойми какого месяца, я не знаю, какой месяц, номер 6. Январь, февраль, март. Да хер знает, июнь или что-то там. 18, ну, предположим, апреля. Да и все, я хрен знает. Да, я не знаю месяцы по цифрам. Что там по календарю? Ну... Ноябрь, октябрь, сентябрь. Так, 9, 9, 7, июня. Да, это июнь, июнь, да. 40 недель до пути до дома. 400 недель в пути до дома по ощущениям. Недостаточно кредитов, которые мне платит Альтера. 1454, код от грузового отсека. Защищенный терминал каюта капитана. Перед потерей связи штаб-квартира Альтера сумела загрузить набор чертежей на главный компьютер Авроры. В каюте капитана, находящейся за отсеком костюмом Краб, находится защищенный терминал, откуда можно скачать чертежи. Код 2679. Источник спасательной капс... Да, блядь. Ай, все, нахер. Получен сигнал бедствия спасательной капсулы 4. Приложенные координаты повреждены. Последствия, доступные фотографические данные, были загружены и проанализированы. Плавсредство раскрытой капсулы расположено на уровне моря. Капсула находится в непосредственной близости от радиоактивных осадков с Авроры. Источник передачи примерно в 150 метров к северо-западу по левому борту средней секции Авроры. Источник сигнала спасательной капсулы 6. Получен сигнал бедствия спасательной капсулы 6, но приложенные координаты повреждены. Последние доступные фотографические данные были загружены и проанализированы. Экипаж запросил помощь от вывода их из радиации. Затонула на глубине около 100 метров. Находится в области, густо заросшей красной травой. Около нескольких природных арок и каменных колонн. Источник передачи примерно в 400 метров к северо-западу от последнего известного местонахождения спасательной капсулы 4. Источник сигнала спасательной капсулы 7. Получен сигнал бедствия спасательной капсулы 7, но приложенные координаты повреждены. Последние доступные фотографические данные были загружены и проанализированы. Экипаж сообщил о проблемах с бортовым изготовителем. Затонул на глубине до 200 метров на пустыре с низкой экологической активностью. Источник передачи примерно в 1 километре к юго-западу от кормы Авроры. Знал бы я, что еще такое корма. Расположение инопланетных... Расположение инопланетных комплексов. Получены общие данные о других инопланетных комплексах, расположенных где-то на планете.
Комплекс по исследованию болезни. Глубина 800 метров. Расположение системы пещер с обширными ископаемыми останками к юго-западу от охранной платформы. Деятельность. Исследование живых особей. Цель. Синтез антидота для острой инфекционной бактерии, обозначенной как Хара. Теплоэлектростанция. Глубина 1200 метров расположена внутри обширного каменного образования в зоне интенсивной вулканической активности. Деятельность. Выработка энергии для комплексов. Святилище А. Данные повреждены. Святилище Б. Данные повреждены. Внешняя лаборатория. Данные повреждены. Главноизоляционный комплекс. Данные повреждены. Блин. Так, меры предосторожности. Удаленные объекты для изоляции и исследования в целях уменьшения риска заражения. Внешний термогенератор, карантинная охранная платформа Земля-воздух на случай угрозы безопасности. В случае вспышки эпидемии карантинные процедуры вступят в силу автоматически и незамедлительно. Карантинная охранная платформа будет наводиться на все входящие и выходящие корабли в целях предотвращения распространения инфекции на другие планеты. Ага, понятно. Коды и ключи, общедоступный документ. Блять. Альтера запускает Аврору. Заявленные фазовые врата для рукава Ариадны. Альтера запускает Аврору. Пределы освоенного космоса раздвинутся дальше, так как корпорация Альтера запускает совершенно новое капитальное судно, которое понесет фазовые врата в рукав Ариадны. Аврора отправится из космического дока на краю пространства Альтеры, совершив сотни последовательных прыжков через фазовые врата, через владение 9 различных трансгосударств и окажется на дальнем конце рукава Ариадны за 3 месяца. Оттуда экипаж поведет судно на последние фазовые врата, достигнув следующей звездной системы приблизительно 18 месяцев спустя. Так отборная команда инженеров начала 6-месячный проект строительства новых фазовых врат, в котором были вложены многотриллионные инвестиции кредитов. В связи с отсутствием существующей инфраструктуры в регионе судно оборудовано современными термальными ядерными источниками энергии. Корпорация Альтера на данный момент управляет 9% всех фазовых врат в галактике. Если миссия Аврора окажется успешной, Альтера обгонит клику монгольских корпораций, управляющую рядом станций и шахт регионе. Да что так много? Ну я что вам, Буклет милости Альтеры. Архаичная концепция благотворительности в реалиях современных альтеранцев представляется устаревшей. Мы понимаем, что каждый отвечает сам за себя, но лучший способ выжить для себя максимум — это работать вместе с Альтерой. Вот из этого рассуждения ясен. Если кто-то нуждается, то он должен найти способ быть нужным. Милость Альтеры — это учебная академия для нуждающихся. Мы не занимаемся благотворительностью, потому что мы не просим подачек. Мы предпочитаем думать о себе как о службе по развитию филантропической благодеятельности. Так, усиливающий взаимодействие между работодателем и рабочей силой. МА работает по системе лотереи. Инвестируя любое количество кредитов, вы принимаете участие в нашем розыгрыше. Чем больше инвестиций, тем выше шанс на победу. Кредиты пойдут на обучение неквалифицированных колонистов в сфере жизненно важных же задач, таких как техническое обслуживание и межличностные навыки. Колонисты получают это обучение добровольно и бесплатно, при условии минимального контракта с одним из наших инвесторов по завершению обучения. Ну, хоть тут меньше. Вступление в совет директоров Альтера. Дело не в деньгах. Вот, что сказали мне каждый из директоров совета Альтера. И я верю им. Рентабельность — это лишь промежуточная мера успеха. Власть и статус — вот реальные цели.
Принеси достаточно прибыли корпорации Альтера, и ты будешь признан самым влиятельным бизнесменами во вселенной. Создай фирму, которая уничтожит конкуренцию, и после обязательного выкупа ты сможешь войти в совет директоров. Привилегии включают путешествия, бесплатное использование фазовых рад компании, свита, персональный ассистент для каждого аспекта вашей жизни, долгожительство, автоматическая замена органов. Альтера, получай то, чего заслуживаешь. О! Корпоративный профиль корпорация Торгал. Корпорация Торгал — семейный клан с давней историей, который управляет почти десятком горнодобывающих и торговых предприятий. Цены на акции компании достигли исторического максимума после объявления монгольской кликой о своем намерении построить новые фазовые врата с использованием материалов Торгал. Эти планы были приостановлены, когда Бар Торгал, предполагаемый руководитель нового горнодобывающего предприятия, пропал вместе с отцом около десятилетия назад. Да что тут так много еще? Меню на Что? Вы чё? Меню на сегодня. Закуска. Велюте из космических медведей со времени попадания в межзвездный вакуум в 21-м. Столетие микроскопические тихоходки или космические медведи. Адаптировались и расцвели там, где не выживала никакая другая форма жизни. Будучи превращенными в густую, пикантную, богатую белком массу, они остаются самым свежим мясным ингредиентом, доступным для путешественников после долговременных перелетов. Ну, тихоходок есть, это еще интересно. Так, главное блюдо — мясная запеканка с картофелем или питательный батончик. Установленная измельченная говядина в собственном соку, покрытая сверху пюре из китайского картофеля, сорванного этим утром с бортовых грядок, а с боков пассированными листьями китайского картофеля для потребителей, которые долгое время доступны, которым дорого время. Доступны обычные питательные батончики, их можно употреблять в холодном виде или воспроизвести на местном изготовителе. Десерт: сушеные фрукты и орехи. К несчастью, недавняя авария в газомостяке 3, связанная с неправильным применением репульсионной пушки в сочетании с модификационным устройством зарядки батарей, привела к улетучиванию в космос всех дегидрированных десертов. Фрукты и орехи будут доступны в десерт только на ближайшие 39 недель. Независимое отношение ответственных лиц. Предисловие, автор Дженни Эклунд. Все хорошие вещи в жизни — это товары. Мы торгуем любовью так же, как мы покупаем и продаем акции. Мы выступаем о человеческие отношения тогда, когда в них есть справедливый обмен ценностями, поддержка мотивации, привязанность. Ничто хорошее не дается даром. Если все физические товары Федерации поступают от одного поставщика, то это создает опасную монополию в личных отношениях также. Людям важно получать то, что им нужно, из нескольких источников. Если кто-то найдет лучший источник необходимых товаров, то он не делает дурного своему изначальному поставщику, изменяя свое торговое соглашение. Если один из партнеров в отношениях чувствует угрозу или ревность, то они должны вместе взглянуть на свою бизнес-модель и спросить себя, являются ли они конкурентно способными. Всегда есть простор для улучшения. Да и ты чё? Отзывы сотрудников Альтеры. Вот что сказал нам Фрэнк. Я слышал, что есть миры, где дети до сих пор учатся по книгам. Они каждый день ходят в класс, они заполняют всякие штуки. Потом они припечатают это же в контролируемой среде. Или миры, где всем надо заниматься той творческой работой, которая им нравится. Какой прок учиться рисовать или петь в мире, где нет департамента человеческих ресурсов, организуемого галереи и концерты? В мирах Альтеры психометрическое тестирование и специальное цифровое обучение извлекают максимум пользы из талантов каждого. Важные показатели стабилизированы. Мак Зоенков. Я начинал в отделе маркетинга систем выживания Альтера.
Это была хорошая работа, но я думал, что могу добиться большего. Я создал свою собственную компанию, которая разрабатывала на заказ код для мотыльков, чтобы они работали в открытом космосе, а не только под водой. 10 лет назад я продал дело Альтере, и сейчас это один из самых широко использованных аппаратов в галактике. Теперь я состою в совете директоров и еще ни разу не оглядывался назад. Джордж сказал, обычный день для меня начинается в 10 утра. Я живу в управляемом жилище на Терре 17. Так что все, что мне нужно, находится от меня в 5 минутах ходьбы. Я от природы чуткий человек, поэтому я устроился на работу в качестве компаньона. Я провожу дни, посещая клиентов, общаясь с ними, узнавая их, уделяя им внимание, в котором нуждается и заслуживает каждый человек. И как и большинство людей в мирах Альтера, мне повезло зарабатывать себе на жизнь, делаешь то, что мне нравится. Каз говорит, нам повезло, мы свободны, у нас есть работа. Вы знаете, что есть трансгосударство, где все еще делается с помощью робота? Профиль трансгосударства независимые монгольские штаты. Когда военные действия времен экспансии угасли, тактическая ценность труднодоступных колонизированных систем на внешнем рубеже китайских территорий упала. Центральное правительство, занятое послевоенным восстановлением, оставило их голодать. Сами же эти системы провозгласили независимость, присвоив себе инфраструктуру, а также заявив о намерении стать самодостаточным. Сегодня монгольские штаты рассматриваются как относительно небольшая сила на окраинах колонизированного космоса, но они остаются одним из наиболее быстро развивающихся трансгосударств галактики. Монгольское общество унаследовало технологии. Унаследовало технологический уклад китайской метрополии. Но вместе с тем позаимствовала разномастные обычаи своих колонистов, происходящие из разных культур. Натуральные продукты сохраняют популярность. Религия является важным элементом общества, но монголы спокойно относятся и к конкурирующим конфессиям, полагая, что боги несовершенны повсеместно в равной мере. Да пиздец. Профиль трансгосударства корпорации Альтера. Один из самых крупных поставщиков космических технологий и потребительской электроники Федерации. Официальный поставщик ТСФ неизменно числится среди лучших нанимателей в галактике. Начало существования в качестве предприятия обороны промышленности в середине 22-го столетия. Национальный слоган «Получай то, чего заслуживаешь». Несмотря на то, что корни большинства трансгосударств ведут к Земле, Альтера дословно означает «на Земле». Единственное, достаточно дерзкое, чтобы взять ее имя. Во времена экспансии Альтера поставляла оружие всем сторонам, принимая и размещая у себя обширную рабочую силу из числа колонистов. И совершила переход от производителя к государству. Угроза корпорации от производителя к государству. Угроза корпорации Альтера прекратить торговлю стала одной из у меня уже язык заплетается, я заебался читать. Поворотных точек в конфликте, приведя к угасанию вражды и подписанию устава. Свободное предприятельство в пространстве Альтера поощряется. Однако конкуренция велика, и все поставляемые вовне товары должны нести торговую марку Альтеры. Выгодное предприятие выкупается государством, владельцы входят в совет директоров Альтера. Широко известные технологии Альтера, так же как подводная лодка Циклоп, начинались с таких частых предприятий. Несмотря на поверхностное сходство с национальными правительствами, юристы корпорации всегда настаивали на том, что она не имеет юридических обязательств перед своими сотрудниками, но добровольно избрала выполнять роли, обычно свойственную демократическим избранному правительству. Данное заявление все еще было засвидетельствовано в судах Федерации.
Блядь, ну у меня вот еще 3 штуки читать. Я, наверное, капсулы времени, местные формы жизни, набор для выживания, передовые теории, чертежи. Я, наверное, это поделю... Серия читача будет поделена на 4 фрагмента, скорее всего. А именно на 4 серии. Потому что там уже запись, я не знаю, сколько длится. Мне даже лень смотреть уже, блин. Бля... Определение. Трансгосударство — независимый орган власти, фактически контролирующий, по крайней мере, одну солнечную систему и фазовые врата. Гражданин. Человек, который соглашается осознанно или косвенно на власть признанного трансгосударства. Да, на власть признанного трансгосударства. Устав. Полный юридический договор, утвержденный 37 отдельными трансгосударствами и настоящим кратко изложенный. Транспортная система Федерации ТСФ. Военная полиция, которая следит за соблюдением предписаний устава, не зависит от трансгосударств, но финансируется ими. Транссистемные фазовые врата — любая стационарная установка, которая позволяет переносить космические корабли между солнечными системами. В принципе, трансгосударство. Первое. Каждое трансгосударство должно иметь равное право на самые обширные базовые свободы и совместные с сходными свободами других. 1-1. Каждый имеет право владеть фазовыми вратами и планетарной инфраструктурой. Главное, обязано предоставлять доступ к фазовым вратам другим трансгосударствам на равных условиях. Каждая обязана финансово поддерживать и подчиняться ТСФ. Второе. Каждое трансгосударство имеет право на самоуправление с учетом ограничений, изложенных ниже. 2.1. Трансгосударство не может разрабатывать оружие и технологии, запрещенные в приложении 91. 2.2. Трансгосударство не должно быть вовлечено в жестокое обращение с населением. Тут меньше. Ну тут можно послушать. Ну, хоть что-то. Чему мы можем научиться и у коллективного разума планеты Страйдер 6? Как охарактеризовать индивида, составляющего коллективный разум? Являются ли они лишь неразумными компонентами большего разумного организма, или же больший разум всего лишь продукт независимых организмов? Может ли быть и то, и другое? Мы определяем организмы по их чертам, но неизменно узнаем, что разнообразие этих черт зависит от черт их окружения. Концепция головастика бессмысленна без концепции лягушки, в которую она разовьется. Идея хищника пуста без понятия о добыче. Это понимает вопрос. Если мы все определяем себя за это с чем-то еще, то что мы на самом деле объясняем? Наглядным примером этому будет колония коллективного разума, недавно обнаруженная на планете Страйдер 6. Снаружи гнезда было размещено устройство, убивавшее током любую особь, приближавшуюся к нему. Колония муравьев потеряла бы много особей, прежде чем между ними был бы передан базовый сигнал опасности, что научило бы их избегать устройства успешно, но затратно. Колония на Страйдере 6 быстро разбилась на 2 группы. Одна пыталась сдвинуть устройство грубой силой, жертвуя особами в попытке сделать это. Вторая пыталась засыпать устройство песком. Эти 2 цели были взаимоисключающими. Завязывалась борьба. Первая группа была побеждена ввиду их малого числа. Устройство было безопасно погребено, и выжившие объявили перемирие. С точки зрения индивидов, произошедшее должно быть было ужасным. С точки зрения коллективного разума, надоедливая проблема была разрешена наиболее эффективным путем. Чья же перспектива верна? Мы предполагаем, что ни та, ни другая. Пытаясь загнать таких существ в наши жесткие рамки концепции, мы передаем миру ложное впечатление конкретности и значимости, что является отражением нашей концепции нас самих. Мы описываем особей на Страйдере 6 атакующими друг друга. Подобно тому, как мы описываем микробов, атакующими человеческое тело. Однако Страйдерианская колония
подобно телу, не может быть здоровой в целом без агрессии ее компонентов. Мы называем нейроны в мозгу неразумными, но мозг в целом разумен. А когда одна идея занимает мозг и выдворяет меньше, мы описываем это как акт агрессии. Мы оплакиваем погибшие нейроны. Когда философия или технология занимается местом в человеческом обществе, когда из-за них разгораются войны, гибнут люди, правильно рассматривать это как добро или зло. Да бля, как долго читать. Не воспринимайте это как попытку опровергнуть значимость нашего существования. С нашей точки зрения, наше существование по-настоящему важно. Но ваша цивилизация и наша вселенная, действительно ли они отличаются от колонии на Страйдере 6? Ограничен ли разум существами из плоти и крови? Или наша вселенная и вправду одна гигантская разумная система, а мы не более чем амебы, роющие важные для себя дырки в ее поверхности? Нам, как ученым, следует помнить, что наша цель не окрашивать мир в то, что мы видим, а увидеть его таким, каков он есть на самом деле. Я не знаю, нахуй я это читаю. Слушай, я понимаю, что не имею права выдвигать требования, но ты должна понять, что я хочу изменить наши отношения. Я слышу, что ты говоришь, и постараюсь отнестись с уважением. Как ты хочешь их изменить? Мне хотелось бы уменьшить наше совместное время. Куда дальше мы можем его уменьшать? До нуля. Ты меня бросаешь? Я меняю условия наших отношений. Какие это вообще отношения, если мы не будем видеть друг друга? Своеобразные. У тебя завышенные ожидания. Я думаю, ты просто хочешь проводить больше времени с тем тупым парнем и его дурацким робокостюмом. Ты не думаешь, ты осуждаешь. Я чувствую враждебность в твоих словах. Возможно, твоя ревность – это повод взглянуть иначе на нашу бизнес-модель. Почему ты не можешь порадоваться за меня? Я рада за тебя, и я рада за всех этих парней в отсеке крабов. Только за себя я не рада. Вот поэтому я и хочу поменять наши отношения. Собственно, я наконец-таки это прочитал. Читать и читать. Ну, скорее всего, прочитаем, во-первых, данные по инопланетянам. Ну, первое, это артефакты, явно дело. Вот это уже интересно. Голографический проектор. Данное устройство содержит сетевое оборудование и узел голографического проецирования. Вероятнее всего, это некая форма коммуникационного передатчика, захватывающего и проецирующего изображение пользователя в удаленное место. По всей видимости, в радиусе действия других таких устройств нет. Древний земной клинок. Древний земной клинок, датируемый 13 веком, пробы крови на клинке. Древний клинок, датируемый 13 веком. Пробы крови на клинке соответствуют ДНК 7 разных глав государств этого периода. Данная улика подкрепляет теорию, что инопланетяне являются древней космической цивилизацией, занимающейся тайным изучением менее развитых видов. То есть они изучали нас, бля. Имбана. Имплантант слежения. Данный конструкт излучает широкополосный сигнал, совпадающий с инопланетными передачами, перехваченными в других местах. ДНК на наружной поверхности указывает на то, что он был вживлен в одну из эндемичных для 45-46b форм жизни. Его размер, что объект был организмом класса Левиафан. Помимо отслеживания и передачи своего местоположения, имплантант также мог записывать биологические данные объекта, хотя извлечь эти данные нельзя. Не, ну, предтечи явно могут это изучить, поэтому. Инопланетная статуэтка. Данный артефакт не содержит энергии, что предполагает его более церемониальное, нежели практическое назначение. Пирамида напоминает лианы, спиральную вьющуюся вверх к теплому синему камню на верхушке. Он может изображать растения, растущие в родном мире инопланетян, постройку религиозного характера или даже гравитационное притяжение их родной Солнечной системы. Угу. Ой. Инопланетное резное украшение.
Данное резное изделие было сделано тысячи лет назад из неизвестного природного волокна, выращенного на еще не открытой планете. Оно несет удивительное сходство с древним земным символом инь-янь. Данное сходство можно объяснить двумя теориями. Инопланетяне посещали Землю раньше IV века до нашей эры и повлияли на развитие древней китайской философии. Второе, концепция инь-янь универсальна, и поскольку инь и янь описывают фундаментальную взаимосвязь на первый взгляд противоположных сил, они могли быть в некоторой форме необходимым жизненным понятием у любой достаточно развитой цивилизации. Уточнение двух кругов союза в две противоположные и бесконечно маленькие точки, конечность. Это один из логических способов представить это понятие, который мог быть независимо выработан видом, отличным от людей. Инопланетное ружье. Данное устройство, схожее по форме с человеческим оружием, скорее всего, спроектировано для гуманоидного пользователя. Неясно, были ли гуманоидами сами инопланетяне, простроившие данный комплекс, или же они использовали гуманоидов. Ясно ли, что они считали оборону данного комплекса необходимой предосторожностью. Очевидных способов извлечь ружье из витрины нет. Разбить витрину нахуй. Инопланетный строительный блок. Ага. Говна кусок, по всей видимости. Это похожий на камень материал содержит как органические, так и механические части, имеет генетическое и технологическое сходство со структурой встречных в других местах телепортирующихся конструктов. В своем текущем состоянии он не служит никакой цели и ожидает своего рода процедуры активации. Материалы наподобие этого могли влиять основным строительным блоком инопланетных технологических устройств или даже самих инопланетян. Машина судного дня. Сканирование указывает на то, что данное устройство содержит достаточную потенциальную энергию, чтобы уничтожить всю планету вместе с большей частью Солнечной системы. К счастью, оно неисправно. Нанороботы. Сканирование показывает некую форму высокотехнологичных нанороботов, содержащихся в данной с виду пустой витрине. Эти роботы существенно меньше, чем любые из созданных Федерацией, а их точную функцию установить невозможно. Тем не менее, выпускать их было бы неразумно. Угу. То есть та пустая витрина, в которой был воздух, это были нанороботы, да? Примитивная скрижаль. Данное устройство имеет большое сходство со скрижалями, используемыми для доступа в эти комплексы, хотя его строение гораздо менее сложно. Возможно, оно служило тем же целям, обеспечивая доступ и сохраняя необходимые данные, потому что... необходимые данные потому было сохранено для поддержания наследственности. А чё оно на 45-46 би было? Ладно. Расщепитель органической материи. Данное устройство содержит крайне нестабильный радиоактивный изотоп. По-видимому, способные уничтожить любые организмы, на которые он воздействует, оставляя физические структуры нетронутыми, несмотря на то, что оно отлично сошло бы в качестве оружия. Устройство, вероятнее всего, предназначено для стерилизации помещений с дальнейшим заселением. Было бы неразумно взаимодействовать с ним, не имея инструкций. Устройство перевода. Данное устройство хранит лингвистические данные о более чем 1000 различных языках. Центральная часть устройства позволяет читать и переводить инопланетные тексты. Анализ содержания данных обнаруживает большое количество древних и земных языков, а термин CHBC Life неоднократно встречается среди данных устройства. Его значение не ясно. Устройство, по всей видимости, проектировано для перевода на язык создателя. Оно не работает в обратном направлении. Так, ну я знаю то, что создатели Сабнатики таким способом сделали отсылку на китайца. Сейчас, подожди. Я погуглю. CHBC Live. Хуйня какая-то.
Ну это на ютубе какая-то херобора. А, это даже в Фейсбуке еще лучше. И чё на нем? And really giving them almost a prophecy to go by of what's getting ready to unfold for them. And he says, "You're going to be my witness." His Home H Baptist Church. Я не знаю, что это значит. Я переведу, наверное, на экран. Данные сканирования... Я читал их, нет? Все, понял. Данные сканирования это тоже инопланетяне. Арка аквариума. Сканирование показано, что эта арка неактивна с тех пор, как комплекс был заброшен. Вероятно, она служила точкой доступа на поверхность планеты. Она слишком мала, чтобы пропустить императора, но организмы меньше размера могут пройти. Изготовитель ионных кубов. Данное устройство, по-видимому, является источником минерального сырья, образующего основу для ионных кубов, которые питают меньшие инопланетные системы. Очевидно, получая саму энергию от главной теплоэлектростанции, это устройство может представлять собой почти безграничный источник энергии. Инопланетная арка. Предназначение данного сооружения неясно. Возможно, теория назначения церемониальное или религиозное назначение, промышленное применение, развитая транспортная сеть. Оценка требуется дальнейшее изучение. Инопланетная вентиляция. Данные решетки соединяются с древней трубопроводной сетью, уходящей за предельную глубину сканирования. Насосная система все еще работает. Труба отбора забирает воду из окрестностей и перекачивает ее в неизвестном направлении под поверхностью. Обратно выбрасывается теплая, лишенная кислорода вода. Большинство существ избегают решеток вентиляции. Замечены пескуны, входящие и выходящие из трубопроводных сетей, безо всяких повреждений. Оценка требуется дальнейшее изучение. Инопланетная теплоэлектростанция. Данный комплекс напрямую преобразует местную тепловую энергию в электрический ток с КПД в 90%. Большая часть этой энергии сохраняется в напоминающих аккумуляторы устройствах внутри самой станции, каждая из которых способна снабжать энергией небольшой город в течение года. Некоторая ее часть используется, по всей видимости, посредством передачи в другие комплексы на планете. Электростанция выглядит полностью автоматической и, учитывая текущий уровень понимания задействованных механизмов, бесперебойный. Это прикол, кстати. Важные показатели стабилизированы. Так, инопланетное исследование флоры. Местные растения удерживаются в стасе. Очевидно, инопланетяне собирали об экосистеме планеты подробную информацию, которая могла бы понадобиться при исследованиях живых особей. Угу. Инопланетный робот. О, вот. Это тот, кого я хотел почитать. Данное устройство по происхождению инопланетное, хотя его конструкция относительно проста. Назначение его относительно безвредность идет вразрез с продвинутыми технологиями, которые, по всей видимости, были доступны его разработчикам, что свидетельствует о том, что оно предназначено больше для патрулирования инопланетных комплексов и ремонта поврежденной инфраструктуры, а не для защиты от вторжения. Хотя он бить меня может, тварь. Конструкция. Несмотря на простую конструкцию, данное устройство элегантно в своем минимализме. 4 электромагнитные ноги позволяют ходить по полу, стенам и потолку с неплохой скоростью. И, по всей видимости, могут заменяться. Внутренние имеют мало движущихся частей, что делает конструкцию энергоэффективной и устойчивой к износу от времени. Перезаряжаемый запас питания на ионной основе поддерживает его работу. Оценка. Обездвижить и доставить корпорации Альтера ради взаимной выгоды. А как я... Что? Вот этого чебупеня обездвижить? Как вы мне это предлагаете? И как его вообще к Альтере доставить, блин? Ионный куб. Данное зеленое минеральное вещество не имеет позиции в таблице элементов и обладает невиданной способностью хранить внутри себя огромное количество ионной энергии. Вероятнее всего, выращен искусственно. Кубическая форма предполагает, что он был вырезан из куска большего размера. Каждый из
кубов хранит ионную энергию, эквивалентную 5 килотоннам тротила. При плавильных условиях энергию можно выпустить управляемым образом. Очевидно, использовались в качестве батареи, но требуют существенного источника энергии для перезарядки. Оценка цен на источник энергии. Исследовательское оборудование. Большой лабораторный стол и сопутствующие сканеры включают технологии, уходящие далеко за пределы нашего нынешнего уровня понимания. Гипотеза. Техническое обслуживание оборудования, техническое обслуживание персонала, анализ образцов, генные манипуляции с образцами. Карантинная, охранная, телепорт единиц. Ну или страж. Данная форма жизни несет признаки глубокой генетической модификации, а также обширных механических трансплантаций. Так, пищеварительная и легочная система были заменены на встроенную батарею, получающую энергию непосредственно от главной сети и распространяющую ее по всему телу. Под кожу была имплантирована миниатюрная технология фазового скачка, которая управляется центральной нервной системой, позволяя изделию телепортироваться по желанию. Головной мозг и центральная нервная система усилены цифровыми имплантантами, обеспечивая высокую вычислительную мощность и дистанционную связь. Оценка программируемый охотник, убийца, избегать. Так, оранжевая скрижаль. Данное устройство слегка гудит и имеет изображение оранжевого символа, напоминающего букву N. Возможно, оно позволяет взаимодействовать с подходящими устройствами. Блин, а почему про оранжевую ни хера не написано, а про вот эту столько? Пурпурная скрижаль. Данное устройство на основе углерода легче, чем выглядит, и имеет символ, напоминающий букву У. Ну или Ю. Горящую фиолетовым. Несмотря на то, что встроенный источник питания еще работает, наросты водорослей на наружной части устройства указывают на то, что оно брошено тут сотни, может быть даже тысячи лет. Бля. Что оно брошено тут сотни, может быть даже тысячи лет назад. Несмотря на то, что технология намного превосходит уровень Федерации, а устройство не имеет заметных способов взаимодействовать с ним, при необходимости все же можно изготовить его точную физическую копию. Угу. Синяя скрижаль. Гладкий, холодный, с излучающим синее свечение, инопланетным символом, похожим на заглавную букву H. Несмотря на то, что эти устройства однозначно являются частью системы контроля доступа для тех, кто их создал, их размер предполагает некие дополнительные цели, например, персональный компьютер. Как бы то ни было, технология намного превосходит человеческую. Терминал управления силовым полем. Данное устройство не соответствует известным технологиям и выглядит инопланетным по происхождению. Энергия через этот терминал передается на ближайшее силовое поле. Технология намного превосходит все встречные федерации ранее. Тем не менее, есть большая вероятность, что он работает как обычный замок, который лишь нужен правильный тип ключа. Части тела стража. Органические части тел в витринах содержат ДНК десятков различных организмов, в основном не с этой планеты. Они находятся на разных этапах аугментации и с применением передовых технологий. Существование данной производственной линии предполагает, что данные телепортирующиеся изделия строились, обслуживались и вводились в строй инопланетянами, создавшими данный комплекс. Энергетическое ядро. Это устройство содержит энергию, эквивалентную ядерному взрыву в 100 мегатонн, которая может передаваться по комплексу и направляться на воздушные суда, или обогнуть планету, используя ее гравитационную для нанесения удара по объектам на орбите. Энергия передается по присоединенному терминалу, позволяя выключить устройство при необходимости. На данный момент оно работает без каких-либо параметров, что означает, что оно будет наводиться на любые корабли в зоне действия. Это, есть такое. Данное сканирование, вот данные терминала, вот это мне интересно. Что я тут находил? Тут где-то было... Вот, нет, это профиль инфекции Хара. Вот, бета, альфа, а капы нет. Ладно. Биологическая история инопланетянина. Данный терминал содержит данные, описывающие полную биологическую историю особей инопланетного вида.
Набор данных исключительно сложен, однако некоторые базовые факты можно восстановить. Выращен из семени 1708 земных лет назад. Рано разлучен с выводком для особого обучения. Принят в храм исследований как самый юный когда-либо посвященный. Возраст 96. Загрузил поврежденный набор данных и был сохранен на 3 года для рефакторизации. Перемещен в внешний сектор галактики для поддержки инициативы исследования болезней. Перемещен на 45-46b для исследования болезней первостепенной важности. Заразился бактерией Хара, сохранен в святилище 3, физическое тело безопасно утилизировано. Алан? Это Алан. Данные об ионной энергии. Стало возможным извлечь полезную информацию касательно инопланетной ионной энергии. Ионные кубы искусственно выращиваются из минерального вещества и подвергаются обработке в целях сохранения их в стабильном состоянии. Несмотря на содержащуюся внутри колоссальную ионную энергию, при установке ионного куба в соответствующее устройство, эта энергия может выделяться в форме электричества. Данные об ископаемых. Информация об ископаемых, добытых из вулканической породы, выкопанной для постройки этого инопланетного энергокомплекса, имеет возможность экстраполировать ряд ключевых тенденций. Генетическое расхождение. Инопланетяне записывали данные об эндемическим органическим останкам, образовавшемуся в промежутке от 10 тысяч до 1000 лет назад. Записанные виды удивительно слабо пересекаются со встречным до сих пор на 45-46b. Вымирание. Образцы грунта тысячелетий давности содержат на 300% более высокую концентрацию органических останков, чем грунт в среднем. Данные предполагают возможность массового вымирания, уничтожившего большинство видов и способствующего быстрой адаптации среди большинства оставшихся. Данные по исследованию Левиафана «Морской император». Для классификации данного вида категории видовых размеров были расширены в сторону увеличения. Питание и пищеварение. Инопланетные исследовательские данные указывают на то, что, несмотря на свой размер, данный вид питается исключительно отфильтрованным из воды микроорганизмами, которые, в свою очередь, зависят от сложной экосистемы в растительном и животной жизни. Размножение. В средней части туловища существа находятся больше похожие на яичники органы, предполагаемые, что данный вид способен, прочим, на планете откладывать яйца. Однако внутреннее повреждение тканей указывает на возможное бесплодие. Бедная мамка. Фермент 42. Император производит фермент 42 внутри своей желудочной полости для того, чтобы переваривать пищу, и иногда выделяет его в окружающие воды. Данное вещество оказалось способным нейтрализовать действие бактерий, а присутствие его по сей день в экосистеме могло бы объяснить, каким образом жизнь на планете пережила эпидемию. Остается только объяснить, посредством какого механизма распространяется фермент. Рыгание. Здоровье. Сравнительный анализ размера и скорости метаболизма указывает на то, что особь, захваченная исследователями, имела возраст около 1600 лет. Обширное внутреннее и внешнее повреждение ткани свидетельствует о том, что она прожила намного дольше пиковой продолжительности жизни своего вида. Анализ. В то время как здоровая особь императора могла бы иметь некий потенциал в качестве лекарства, представляется маловероятным, чтобы любой из объектов исследования пережил карантинные процедуры. Данные по исследованию... Да что тут так много? Небольшой травоядный гамма. Каталог информации об организмах, ранее находящихся в этом комплексе, часть записи была переведена. Небольшой травоядный гамма. Эта запись, по-видимому, описывает обычного пескуна. Не проявляет иммунитет к инфекции. Смерть обычно наступает в течение 4 суток. При воздействии фермента 42 наблюдается временное ослабление симптомов, но они быстро возобновляются. Проявляются высокие способности к обучению.
проявляет некоторую способность передавать ферменты другим особям. Эмбрионы Левиафан. Взрослая особь слишком велика для изучения в изоляции, из мест гнездования полученные образцы яиц. Эмбрионы не проявляют признаков иммунитета. Смерть обычно наступает в течение 3 недель. Обычное количество яиц было сохранено для будущих высокоприоритетных исследований механизмов эмбрионального развития Левиафана. Большое плотоядное тета. Для изучения останков создана местная лаборатория. Проявляет некоторые потенциалы невосприимчивости к инфекции. Но физические останки оказались недостаточными для полового воссоздания. Неизвестный Левиафан. Особи Левиафана было присвоено обозначение «морской император». Образцы костей императора указывают на определенный потенциал иммунитета Кхара. Одна особь была поймана для изучения в специально построенном радиационном комплексе, находящемся в месте с высокой вулканической активностью на глубине 1,4 километра. Оценка. Несмотря на то, что император вряд ли все еще находится в этом комплексе, вполне вероятно, что там удастся получить дополнительные данные касательно их наработок в производстве вакцины. Данные проекта Фермент-42. Согласно переведенным данным журналов, было обнаружено, что местные виды левиафанов производили уникальное вещество, названное Фермент-42, которое подавляло симптомы бактериальной инфекции Хара у других местных организмов. Образец был пойман и заточен в специальной построенной среде обитания для дальнейшего изучения. Инопланетные исследования приложили большие усилия, чтобы создать требуемые условия окружающей среды для существа, включая введение взаимозависимых растений и животных с помощью локальных телепортационных врат. Однако его здоровье быстро ухудшилось. При карантине все телепортированные врата и силовые поля были запечатаны. Все попытки превратить фермент в вакцину не увенчались успехом. Инопланетное святилище Альфа. Загруженная архитектурная информация касательно данной залы. Потолочные крепления, конструкции, смонтированные на потолок пещеры, отбрасывают тусклый зеленый свет на концентраторы внизу, но они также регулируют pH уровень окружающей воды и спускают низкочастотные звуковые волны. Возможно, это было сделано, чтобы обеспечить идеальные условия для некой практической цели, но также могло иметь церемониальный или даже рекреационный характер. Эстетика. Богато украшенный дизайн, энергия ионных кубов, установленных на постаменты, не истощается, что предполагает, что они служат неким более символическим целям. Сходство с земной и религиозной иконографией могут быть совпадениями, но также могут обозначать некоторую общую и древнюю культурную историю. Инопланетное святилище Бета. Эта зала состоит из ряда главных концентраторов данных, на каждый из которых водружен ионный куб. Они объединены параллельно в сеть с главным терминалом, предположительно для обеспечивания целостности данным со временем. Так, необычайная сложность данных. Сохраненные данные поступили в систему со сканера по локальному терминалу. Оригинальный источник данных был по природе органическим. Данные свидетельствуют о том, что эта зала служила убежищем на исключительный случай для инопланетян, которые ее построили. В случае катастрофы они могли укрыться здесь и неким образом перенести себя в концентраторы данных для дальнейшего сохранения. Неясно, возвращались ли сюда когда-либо другие члены инопланетного вида или как много душ сохранено в концентраторах, но сохраненные данные слишком сложны, чтобы восстановить их при недостатке имеющихся данных. Инопланетный информационный терминал. Обнаружено в инопланетном комплексе. Перевести какую-либо полезную информацию невозможно, хотя сканирование выявило некоторую информацию о самом устройстве. Вероятно, это твердотельный компьютер, хотя
явных способов взаимодействия с ним нет. При приближении он начал издавать низкочастотные радиоволны, содержащие сложные, но различимые комбинации данных. По всей вероятности, инопланетный вид, разработавший данную технологию эволюции, он развил и генетически вывел сенсорный аппарат, способный слышать и понимать информацию, передаваемую устройством, и отвечать на нее. Умственная нагрузка, необходимая для такой телепатии, подразумевает, что создатели значительно более психологически развиты, нежели обычный человек. Оценка требуется дальнейшее изучение. Обезвоживание. Блин. Важные показатели стабилизированы. Так. Отчет о повреждениях. В пределах периметра комплекса обнаружен Левиафан, приближающийся с высокой скоростью. Внешний якорный канат получил мощный удар. Внешняя якорная система потеряла устойчивость. Комплекс тонет. Столкновение с морским дном. Обнаружены пробоины в блоке 7. Яйца Левиафана. Изолятора. Нарушение структурной целостности. Запущен протокол немедленного уничтожения особей. Уничтожено 314 особей. Одну особь пропала без вести. Эвакуация персонала святилища. Запущен протокол планетарного карантина. Предупреждение. Зараженные особи не могут покинуть планету. Ну то есть это когда... Ну да. Это когда морской император хреначил в... это когда морской дракон ради яйца херачил в изоляционный комплекс по изучению Хара. Он потонул. Было уничтожено 314 особей в радиусе. Один дракон смог съебаться. В итоге он сам умер. Либо от... там разные теории. Либо он от Хары сдох, либо он там от сотрясения. Профиль инфекции Хара. Данный терминал содержит обширные данные о бактериальной инфекции, определенной как Хара. Обнаружение. Впервые открыт во время плавного расширения сети в другие миры. Развитие эпидемии. Ошибка сети привела к провалу стандартной карантинной процедуры. Инфекция была загружена и быстро распространилась по центральным мирам. Подтвержденных случаев смерти 143 миллиарда особей. Из одного дебила. Из-за Алана, собственно. Бактериальные механизмы внедрятся в здоровье живые клетки и видоизменяют особую генетическую структуру. Симптомы. Первая стадия. Постепенное снижение иммунитета. Вторая стадия. Зеленое поражение кожи и симптомы гриппа. Стадия 3. Непредсказуемые изменения в биологической структуре. Четвертая стадия. Полное отключение исполнительной функции. Принятые экстренные меры. Карантин центральных миров. Образцы бактерий распределены по изолированным центрам исследования болезни для разработки вакцины. Процедура лечения неизвестна. Блядь. Мне так голос в попытках прочитать снимает. Редуктивные данные по фауне. Обширные данные о местной фауне с особым акцентом на репродуктивные методы, синтезированы основные выводы. Инопланетяне обнаружили на планете только один пол. Они наблюдали за организмами, ведущими бесполое размножение. Все здоровые особи проверены на способность откладывать яйца. Яйца обычно требуют генетический материал другой особи вида. Однако в редких случаях требуется только один родитель, а эволюционная мутация получалась под воздействием самой окружающей среды. Исследования, по-видимому, были сосредоточены вокруг инкубационных условий и генетических вариаций между родителем и ребенком. Схема охранной платформы. Данный набор данных выглядит своего рода многомерной схемой путем сопоставления рисунка с трехмерным пространством можно получить базовое представление о внутренней работе комплекса. Строительный материал. Неизвестный строительный материал комплекса определяется как сверхпрочный, химически неактивный сплав металла, синтезированный из материалов не с этой планеты. Нет никаких признаков, что он может быть поврежден или разрушен обычными способами. Энергия. Схема указывает, что оружие питается по отдельной автономной электростанции, расположенной где-то на планете. Расположение не указано, но есть данные по что проектировщики намеревались использовать естественную тепловую энергию планеты. Планировка. Комплекс состоит из верхней инженерно-технической секции, где была найдена эта схема.
и комнаты управления, попасть в которые можно через защищенный полем лифт, либо отдельную подводную шахту. Управление. В комнате управления, находящейся в нижней секции, находится единственный известный способ управления комплексом, однако схема не содержит подробного описания процедуры эксплуатации или установленных мер безопасности. Управление и вентиляцией. Поток воды в главный изоляционный комплекс, и из него управляется автоматически. Независимо от прочих страхующих систем, записаны данные по составу воды. Приток. Вода забирается из разных биомов по всей поверхности планеты. Температура воды значительно ниже, чем в вулканической среде, за пределами комплекса. А содержание микроорганизмов и питательных веществ существенно выше. Отток. Лишенная кислорода вода выкачивается из системы, возвращается на поверхность. Угу. Святилищем Капа и является вон та... Святилищем Капа и является вон та хрень, которую я собирал. Ну, то есть там не написано просто информация по святилищу Капа, а это информация о пришельце, получается. Ну, сколько там запись идет? Ну, 34 минуты, можно что-то еще прочесть. Так, ну вот, данные по инопланетянам я прочитал. Получается, все загруженные данные были окончены. Можно капсулу времени почитать? 45-46 би. Ай, бля. Я сейчас на монтаже переведу, бля. Если тебе не повезло оказаться в этом мире, никогда не сдавайся. Надежда простирается на глубину 1400 метров. Я предоставил тебе 2 хороших инструмента и друга, которые составят тебе компанию. Если тебе удастся обнаружить мою базу в Большом рифе, смело используй оставшиеся материалы и транспортные средства. И так, собственно, будет со всеми. Надеюсь, это поможет тебе в твоих начинаниях, мой друг. Я знаю, что это помогло в мое время тут. Так долго, и благодарность всем рыбам. Исследование чужого мира может быть опасным. Возьмем, к примеру, этих педерастов. Электрический угорь, как его называют КПК, во время приключений попал в засаду их стаи, получив неприятные укусы за своей шокирующей внешности. К счастью, со мной была моя верная стая-синтовка. Вышел сухим из воды. В конце концов, не хотела их обидеть. В итоге я израсходовал всю энергию в ячейках, так что если кто-то это и обнаружит, ему придется смириться с тем, что осталось. Во время моих приключений меня преследовали эти огромные существа. Контакт крайне не рекомендуется. Эти вещи много раз спасли меня от них. Удачи! Я скоро покину эту планету. Тому, кто прочтет это, я оставлю пару вещей. Еще я даю тебе того, с кем можно поиграть. Друга. Моего друга. Подарите этому малышу как можно больше любви и обещайте мне попрощаться в нужный момент. Пожалуйста, не отпускайте его, он мне понравился. Надеюсь, вы прошли или пройдете отличный путь в этой игре. Что касается меня, я уже взлетаю, так что пока и наслаждайтесь. Конец сообщения. Это было мило. Ебать. Привет. Тому, кто это нашел. Я провел много времени на этой планете и уже сбился со счета от движимого желания свободы. Я исследовал все, от дальних островов до глубоких пещер. Выживший со спасателем на корабле, отправленного за Дегази, я оказался в затруднительном положении. Я искал экзотические ресурсы в надежде построить корабль, способный вернуть меня домой. Я понял, что пишу это сообщение на импровизированной стартовой площадке, которую я установил в восточной части безопасных вод Мели. Я надеюсь вернуться домой в целости и сохранности. Помни, что смелость – ваш союзник на этой планете. Внутри этой капсулы времени находится медикамент и мой спутник в этом приключении Уинстон. Пожалуйста, позаботьтесь о нем. Если ты когда-нибудь услышишь далекий пронзительный рев, бегите как можно быстрее. В дюнах скрываются существа, не стоящие твоей жизни. Держись подальше. По скрипту. Если вам удастся выбраться, пожалуйста, найдите меня. Аарон Левандовский, главный инженер корпорации Альтера. Я так полюбил этот мир, и увидев результат всех усилий, реально делает его особенным. Так, ну это я вроде переводил.
Покидая этот мир, я оставляю после себя эту запись своего успеха. Это были невероятно долгие и трудные 153 дня, но я преодолел одиночество и отчаяние, найдя выход в самых неожиданных местах и остался силен. Этот сканер используется для сканирования всего, что можно было сканировать, и я надеюсь, что ты найдешь ему применение. На этой фотографии показано единственное безопасное место, что у меня было. Эту летягу зовут Джимати. Она составляла мне компанию. Пожалуйста, поместите ее в свой аквариум и кормите. Спасибо. Хоть мое время тут и закончилось, мы все должны начать с чистого листа. Я никогда не забуду этих малышей, которые сделали мое время тут терпимым. Носители матчиной короны. Сигнал, указывающий путь до дома. Подарок для ее детей. Будут играть они вечно и исцелят этот мир. Свой последний раз на этом пляжу я вспоминаю все чудесные моменты, которые я пережил, и все трагедии. Пусть эта небольшая подачка сохранит вам нервы. Глубины 45-46 бит, богаты минералами и материалами, которые хорошо послужили многим в их выживании. Электронику и транспорт всех типов можно сделать с небольшой изобретательностью и отсканированным чертежом. Надеюсь, эти запчасти помогут тебе. И не забывай пить достаточно воды. Ну, прочитали. Ну, перевел, прочитал, что хотите. Экстренное включение. При записи новой серии я нашел еще одну капсулу времени, которая находится в зоне крушения Авроры. Он мне просто навкидывал дерьма и воды. Всегда готовь сначала свои жизненно важные припасы, стабильную еду, воду и крышу над головой. Наконец, исследуйте и всегда будь осторожен. Я оставил инструменты, которые должны помочь тебе в этом. Будь осторожен и будь смел. Баллон, хаю очко, чтобы стать большим качком. Верным праем вхожу бочком, люблю печеньки с молочком. Блин, мне сейчас что-то такое херовенько. Но я обещал прочитать про местные формы жизни и передовые теории. Поэтому есть такое. Ну так, начнем. Детеныш морского императора. Молодая особь императора производит высокоэффективную форму фермента 42, которая способна полностью излечить организм от чужеродной бактерии. Данный вид выплавляется относительно полностью сформированным и независимым, что, возможно, означает, что детеныши должны сами заботиться о себе после того, как вылупились вдали от родителей. Данная особь здорова и проявляет признаки жизнерадостного настроя. Детеныш морского детеныш призрачного левиафана. Угу. Данный огромный хищник приспособился жить в глубоких водах и темных пещерных системах, охотясь на все и вся в своем стремлении вырасти. Первое. Тело. Мягкая внешняя мембрана и вытянутое тело позволяет легко передвигаться в тесном пространстве пещер, демонстрируя сходство с прочими обитающими здесь, похожими на угря хищниками. Однако призрачный левиафан укрыл электрические выступы на внутреннем теле тугой прозрачной мембраной, дающей превосходную подвижность. Питание. В своем молодом состоянии данный левиафан питается крупными травоядными и невезучими сородичами. Они демонстрируют поразительную скорость роста, безо всяких признаков прекращения, говорящие о том, что они должны покинуть место вылупления, прежде чем станут слишком большими, и выбираться в открытые воды. Угу. Оценка избегать. Ну, то есть, получается, тут нам просто рассказали, что они же растут бесконечно. Левиафан-жнец. Виды класса Левиафан — это огромный организм, находящийся на вершинах своих пищевых цепочек. Данный вид — это охотник обтекаемой формы с крайне развитыми чувствами. Мощные клешни. Левиафан способен удерживать жертву неподвижно 4 мощными клешнями и подтягивать ее в пределы досягаемости челюсти. Создаваемое давление превышает уровень компенсации давления мотылька. Эхолокация. Глубокий рев, издаваемый жнецом с регулярными интервалами, является по сути сонаром. Если вы его слышите, значит жнец видит вас. Прикол. Значит, это не просто какая-то их
Харин из ТикТока. Особенности. Изученная особь достигает 55 метров в длину. Согласно наблюдениям, плавает вокруг своей жертвы и нападает сзади. Это существо почти целиком состоит из мышц. Очень маленький мозг. Никакой жалости. Только мышцы, нервы и зубы. Мотивационные примечания. Поздравляем, вам удалось подойти достаточно близко, чтобы изучить его и остаться после этого в живых, чтобы увидеть результаты. Оценка предельная угроза. Избегать при любых обстоятельствах. А я их окнул просто. Морской дракон. Гигантский водный вид с чертами рептилий. Обитает в самом центре вулканического кратера, поддерживающего жизнь в данной области. Изученная особь имеет в длину 112 метров. То есть он даже больше, чем призрачный Левиафан. Прикол. Огнеупорные ткани. Анализ тканей показывает, что данная особь состоит на 1,1/3 из неживых материалов, сосредоточенных в области грудной клетки. Способность существа выдерживать экстремальные температуры можно объяснить поглощением и накоплением минеральных веществ. По-видимому, она даже способна поглощать расплавленные минералы и извергать их во врагов. Это есть лавовое дыхание, как это называют фандом. Предплечье. Эволюционно отличные предплечья используются как для передвижения, так и для нападения. Данные предполагают генетическую дивергенцию от других видов на планете, произошедшую десятки миллионов лет назад. Морской дракон, по всей видимости, один из древнейших видов на планете. Поведение. Самый крупный плотоядный вид, обнаруженный на 45-46b. В его добычу входит практически все в связи с малым количеством значимых целей в вулканическом регионе. Вероятно, что морской дракон выплывает в более холодные воды ради охоты на прочих, более мелких левиафанов, загоняя их в угол и заставляя погружаться глубже, где они в конце концов свариваются заживо. Морской топтун. Огромный двуногий левиафан с стадами, путешествующий по рифам, объедая дно. Антенны. Антенны на голове существа могут обнаруживать широкий диапазон запахов, помогая морским топтунам находить свежие пастбища, избегать крупных хищников и ощущать химические сигналы других сородичей. Панцирь. Толстая броня защищает существо от нападений всех, кроме самых крупных хищников. Сзади имеются 2 ноги. Вытянутая морда служит для засасывания растительности морского дна и для поддержания равновесия. Поведение. Большие стада могут уничтожить флору в одном месте выпаса, что стимулирует кочевое поведение морских топтунов. Семьи держат молодняк в центре стада, а родители могут резко легнуть чрезмерно любопытных чужаков, ищущих легкой добычи. Оценка. Морские топтуны могут откопать минеральные залежи, перепахивая песок. Обычный призрачный левиафан. Данное существо по размеру приближается к пределу для жизнеспособных органических существ и подлежит классу левиафанов. Взрослые особи встречаются исключительно вокруг границ вулканического кратера, поддерживающего жизнь в этой части планеты, и реагируют при приближении крайне агрессивно. Молотовидная голова. Хрящевые выросты на черепе существа образуют форму, похожую на молот, который защищает призрачных левиафанов, когда они выполняют сокрушительные таранные атаки. Челюсти. Хотя они вполне способны разорвать плоть любого существа, но все данные указывают на то, что взрослые призрачные левиафаны кормятся микроскопическими организмами в водах у границы необитаемой зоны. Их яростные атаки на чужаков в своих владениях носят не хищнический, а территориальный характер. Такое огромное существо нуждается в гигантском водном пространстве, чтобы утолить ежедневные потребности в питании. Тело. Мускулистое внутреннее тело окружено полупрозрачной внешней мембраной, что предполагает адаптацию к глубоководной среде с низкой освещенностью. В случае угрозы они способны напрячь все тело, а потом броситься с невероятной скоростью. Жизненный цикл. Возможно миграционное поведение. Данная особь, вероятно, родилась далеко от этого места, где вы ее встретили. Оценка. Предельная угроза избегать границ кратера. А я туда иду. Прикол. Рифоспин левиафан. Данные огромные организмы достигают длину свыше 30 метров и относятся к классу левиафан. К счастью, они питаются исключительно схожими с планктоном водными организмами. Хитиновый панцирь. Большая часть верхней стороны существа и часть его нижней стороны защищены толстым многослойным экзоскелетом. Это свидетельствует об
эволюционном пути, отличном от остальных существ на 45-46B, большинство из которых позвоночные. По всей видимости, вид рифоспинов смог вырасти намного больше прочих травоядных, потому что все достаточно большое, чтобы проломить его панцирь, давно вымерло. Коконы с ферментами. Внешне схожие с водорослевыми железами газобрюхов, эти органы на нижней стороне рифоспинов служат его пищеварительной системе некой неизвестной цели и способны выбрасывать небольшие количества желудочных ферментов, окружающие воду. Собственная экосистема. На панцире спинорифа, теперь спинорифа, растут скопления различных моллюсков и растений, укоренившись в древних трещинах в хитине и используя мобильность как защиту от поедания. Тем не менее, рифоспинов преследуют быстрые и голодные травоядные. Таким образом, данные особи левиафана являются передвижной экосистемой, которую сами по себе можно изучать годами. Жизненный цикл. Жизнь рифоспинов длится многие столетия. Если они переживут начальный цикл роста, первые несколько десятилетий, их малый размер делает их уязвимыми для плотоядных и левиафанов. Социальные путешествуют небольшими группами и общаются с помощью эхолокации. Поведение соответствует слаборазвитому сознанию. Оценка является домом для растений, мелкорыбы и богатых металлами моллюсков. Левиафаны, падальщики и паразиты. Ну, тут немного написано. Амебоид. Кстати, да, все думают, что это растение, а он существо. Все вполне такое нормальное. Так, простейший неразумный организм, обнаруженный прикрепленным к месту с высоким уровнем окаменевшего органического вещества. Он питается этим веществом, пока не достигнет зрелости, после чего делится, создавая два новых генетически идентичных организма, и цикл продолжается. Багровый ползун. Ловкий территориальный падальщик, передвигающийся стаями по морскому дну, имеет сильное сходство с земноводным пещерным ползуном, но приспособился к глубоководным условиям. Первое. Ноги. Наиболее отличие от ползунов 45-46B. 4 ноги, вытянутые более чем на метр от тела багрового ползуна. Позволяет ему двигаться по дну с поразительной скоростью и даже взбираться на стены. Тело. Багровый ползун может опускать свое тело целиком, чтобы с челюстями доставать до падали, которой он питается, сохраняя при этом подвижность, чтобы при необходимости избегать хищников. Оценка. Необходим для переработки отходов, избегать или нейтрализовать. Угу. То есть убивать их разрешают. Ура, победа. Бля, что так долго про древний поплавок? Древний поплавок. Биологические данные предполагают, что эти огромные поплавки выросли в сложном симбиозе с сушей, к которой они прикрепились. Прикрепленная суша приподнята над водой, что увеличивает количество солнечного света и стимулирует рост растений. Старые растения гниют, органические останки и питательные вещества просачиваются в породу и поедаются поплавком. Чтобы поплавки достигли такого размера, такие условия должны были сохраняться на протяжении тысяч лет. Жизненный цикл. Молодые поплавки рождаются близко к поверхности, откуда они плывут на дно, прикрепляясь к любой встречной по пути устойчивой поверхности. Те отдельные особи, которым повезет прикрепиться к съедобному источнику питательных веществ, будут расти, тем самым увеличивая свою плавучесть и подтягивая все, к чему они прикреплены, ближе к поверхности. В исключительных случаях несколько поплавков могут прикрепиться к существу класса левиафан, поднимая его на поверхность и практически приводя его к удушению. Тело будет поедаться в течение месяцев, пока не будет полностью растворено, позволяя поплавкам спокойно искать своего нового хозяина. Даже какая каменная личинка, бля. Вот эта херня, которую хрен найдешь. Каменная личинка. Мелкий светящийся падальщик размером приблизительно с большой палец. Это существо может являться дальним родственником песчаной акулы. Угу. Похоже. Очень сильно. Перенявший у этого вида необычные конечности. Сегментированный экзоскелет и роющее поведение. Челюсть. Круговые зубы рассчитаны на отрывание кусочков коралла и водорослей, налипших на камень. Конечности. 5 ног,
Две руки и большой плавник позволяют каменной личинке цепляться и ходить по поверхности камня в поисках еды и быстро уплывать в безопасное место в случае нападения. Зеленое свечение. Зеленое свечение в темноте — это плохая стратегия выживания, но такая адаптация может быть частью брачного поведения или других специальных процессов, производимых лишь некоторой частью от общей их популяции на каждый момент жизни, или же, возможно, поедание другими видами — это часть жизненного цикла каменной личинки. Оценка безобидная. Кровопускатель. Простой паразитический организм, чуть более развитый, чем обычный космический клещ, но такой же вредный. Пластинчный мешок используется для сбора и переваривания крови, собранной с хозяина. Челюсть. Ряды зубов и челюсти используемы для прикрепления к коже жертв. Поведение. Судя по медлительности и низкой защищенности кровопускателя, можно предположить, что он развивался в первую очередь как падальщик, также способный, однако, охотиться на больших живых существ, которые, скорее всего, не заметят паразита и не предпримут против него никаких действий. Оценка создает неудобства и антисанитарию. Избегать или нейтрализовать. Лавовая личинка. Главная мразь. Лавовая личинка. Похоже на личинку вид с отсутствующим зрением, у них они слепые, и обонянием, но способны чувствовать и выкачивать тепло и электроэнергию из окружающей среды. Нижняя присоска способна присасываться к гладким поверхностям и создавать мощное разрежение, отцепиться при достаточном усилии. Тело. Толстая чешуя защищает от экстремальных температур. У лавовой личинки отсутствует привычная пищеварительная система. Вместо этого она питается непосредственно за счет поглощаемой энергии. Поведение. Тянутся к источникам энергии любого рода. Для выживания выкачивает энергию своей жертвы. Оценка. Избегать при управлении транспортом. Для сбережения батареи удалять. Пещерный ползун. Проворный территориальный падальщик. Хорошо приспособлен как к суше, так и к морю. Газообменная мембрана. Поглощать необходимые газы из воздуха или воды, регулируя основные функции организма. Так. Челюсть. Этот вид стаями отыскивает трупы, предварительно очищая свою добычу, в то время как труп поедается. Оценка необходима для переработки отходов, избегать или нейтрализовать. Обычный поплавок. Два вида, живущие в симбиозе, которые прикрепляются к тому, чем вступают в контакт, и пытаются кормиться этим. Доминирующая форма жизни. Розовое основное тело и внутренняя часть является доминирующим существом. Прикрепившись к живому существу или какой-нибудь твердой поверхности, старается высасывать питательные вещества, чтобы расти. Мембрана из микроорганизмов. Наружным гелеобразным веществом является сетка из микроорганизмов, способная образовывать герметичный вакуум вокруг челюсти существа. Прыгун. Распространенный падальщик у основания пещерной цепочки. Пищевой цепочки. Ротовое отверстие. Будучи слишком маленьким, чтобы угрожать большинству организмов, это существо явно приспособилось питаться отходами окружающей экосистемы. Тройная нижняя челюсть используется для ориентирования при дрейфе, а также для фильтрации детрита на дне пещер. Три ноги. Мощные мышцы помогают существу преодолевать большое расстояние в воде так же хорошо, как и передвигаться их помощью по дну моря. Оценка необходима для переработки отходов. Присутствие может указывать на пещерные системы поблизости. Ага. Этих всех я читанул. Падальщиков и паразитов я тоже всех прочитал. А вот плотоядных я не читал. Гипнотизер. Маленькое хищное существо с уникальным охотничьим механизмом, который позволяет ему гипнотизировать своих врагов. Внешние крылья. Гипнотизер плавает, используя несколько крыльев, которые могут наклоняться вверх и вперед по приближению к добыче. Крохотные линзы на поверхности могут наклониться независимо друг от друга, создавая завораживающие рисунки, наполняющие мозг жертвы завлекающими сообщениями, поступающими в наиболее убедительной для цели форме. Внешний панцирь. Гипнотизер может открывать похожий на челюсти внешний панцирь, чтобы, ошибка 463, поделиться своей красотой. Не сопротивляйся. Оценка. Подплыви поближе. То есть он даже КПК сломал. Ну, как бы тут, да, он внешний панцирь открывает, чтобы
Ну, это было понятно. Так, губитель. Мелкий хищник, имеющий сходство с более распространенным кусакой, но склонный к более одиночному, менее агрессивному стилю охоты. Обонятельные антенны. Хотя придатки с красным кончиком на голове губителя когда-то были обонятельным аппаратом, он приспособился не догонять жертву, а подманивать ее к себе. Когда добыча приближается, привлеченная движениями антенн, губитель рывком устремляется, ловит и поедает свою добычу. Зубы. Один ряд острых колючих зубов. Это все, что нужно губителю, чтобы разорвать свою добычу. Глаза. Глаза не нужны этому существу в глубоких темных пещерах, где оно обитает, и его глазные яблоки, скорее всего, не чувствительны ни к чему, кроме сильных колебаний местных источников света. Например, когда пища пересекает ему дорогу. Оценка: избегать или нейтрализовать. Зубы сталкера. Завершен развернутый анализ добытых образцов зубов. Образцы соответствуют особи с обозначением сталкера. Зубы сталкера демонстрируют необыкновенную легкость и прочность и содержат лишь незначительное количество кальция. Края несут в себе следы износа, а также усеяны титановой стружкой, что предполагает, что собирание металла сталкерами — это способ заточки их зубов. Оценка: пригодны в качестве естественного субстрата для изготовления эмалевого стекла. Кальмара-краб, вот это мне интересно. Данный крупный хищник обитает на глубине, скрываясь среди масляных водорослей и мембранных деревьев в поисках добычи. То есть он, получается, в зоне кровавых водорослей и в большом рифе обитает только. Ну, обидно. Ладно. Он может испускать мощный электромагнитный импульс в целях самозащиты. Конечности. 10 конечностей имеют различные придатки для плавания, ходьбы, охоты и, возможно, даже использования инструментов. Пойманные в его хватку существа ловко разделываются и быстро поедаются. Поведение. Скаты и прочие светящиеся существа являются его обычной добычей, поэтому он приближается и атакует источники света поблизости от него. Его наверное, был, вероятнее всего, выработан как реакция на нападение существ с электрическими механизмами охоты. Интеллект. Хотя кальмара-краб с виду имеет большой мозг и сходство с земными разумными кальмарами, орган в голове существа на самом деле его желудок, который ему необходимо наполнять с пугающей частотой. Оценка: нейтрализует электрооборудование, свет привлекает его, нежелательное внимание. То есть все-таки вот этого челика привлекает свет. А костяное, ну почитай. Камикадзе. Этот необычный вид выработал экстренный механизм защиты на основе взаимного гарантированного уничтожения, расположенный спереди глаз, помогая существу распознавать и отслеживать потенциальных хищников. Серовик. Растение приспособлено питаться серными соединениями, выделяемыми камикадзе, живущими среди их листьев. Более сильные и защищенные растения представляют собой лучшие места гнездования, что в свою очередь приносит растению больше питательных веществ от более крупных камикадзе. Защитный механизм. Концентрация серы в организме со временем растет. Если камикадзе сталкивается с чем-либо достаточной скорости, шипы на его теле сжимаются, запуская взрывную химическую реакцию. Оценка: вооружиться стазис ружьем, репульсионной пушкой или сходным оборудованием перед посещением мелководных пещер. Костяная акула, вот. Сильный хищник, который живет небольшими группами и яростно защищает свои охотничьи угодья. Толстый панцирный экзоскелет. Предположительно, защитное приспособление от более крупных хищников, либо от внутривидовой агрессии. Отмечает сходство с экзоскелетом песчаной акулы, что указывает на относительно недавнего общего предка. Большие глаза. Имеют высокую светочувствительность, скорее всего, для охоты на светящуюся добычу в условиях низкой освещенности. Обычно медлительны и безразличны в целях сохранения сил, однако будут проявлять бескомпромиссную агрессию и скорость против любой угрозы на своей территории. Оценка: избегать. Можно отвлечь источником света. Так, отвлечь или приманить? Подожди. Понял. Отвлечь источниками света — это... Как его?
Сигнальная ракета. То есть, если обычных хищников она отпугивает, то ее она привлекает. Вот это интересная тактика. Вот, блин, а в первом же прохождении так даже не подумаешь по факту. Ты просто, ну, играешь и просто стараешься их избегать или убивать. Крабозмей. Предположительно, данное существо живет в симбиозе с местными растениями. Все встречные экземпляры были обнаружены в пределах 50 метров от растущих медузных грибов, часто внутри самих растений. Челюсти. Крабозмей имеет 2 пары клыков и по одной большой клешне по бокам. Он вонзает эти клешни в добычу, удерживая ее, пока внутренние челюсти разрывают жертву. Симбиоз с медузными грибами. Медузные грибы дают отличное открытие, в котором можно подстерегать добычу или охранять детенышей. Присутствие крабозмеев может отпугивать травоядных от медузных грибов, тем самым гарантируя продолжение отношений. Поведение. Крабозмеи в случае угрозы проявляют территориальное поведение, патрулируя пещерные системы, в которых они обитают. Оценка избегать. Кусака. Злобность стайный хищник, 94% мышц, 4% соединительной ткани, 2% мозга. Неразборчив к еде, когда голоден. Голоден почти всегда. Ну, это понятно. Ну, вот особенно про 2% мозга, это точно понятно. Специфическая обонятельная антенна помогает обнаружить биологические жидкости в воде на поразительных расстояниях. Вторичная пара глаз, возможно, служит для бокового обнаружения движений более крупных хищников и голодных сородичей. Гипертрофированный хвостовой плавник позволяет догонять добычу и брать ее числом в ущерб индивидуальной подвижности. По расчетам, даже существо, происходящее кусаку в массе в 100 раз, может погибнуть при сконцентрированном нападении стаи из 10. Оценка: избегать стай, стараться не истекать кровью. Стараться, ну да, постараемся. Лавовая ящерица. Так, хищник среднего размера, приспособленный для жизни в вулканических регионах, отличающийся способностью переливаться раскаленной породой во врагов. Передние челюсти предназначены для нанесения максимальных повреждений добычи. Острые внутренние зубы разрывают в равной мере плоть и кость. Зубцовая ткань. Вероятно, из-за регулярного контакта с магмой лавовые ящерицы со временем наращивают толстый слой рубцовой ткани, позволяющий им выдержать еще больше температуры как внутри, так и снаружи. Позволяет им, блядь. Очень долго из-за регулярного контакта с магмой. Да. Один раз просто, когда... Помним, как лавового дракона убивал, эти твари постоянно в песок залазили, меня ебали. Так. Поведение. Оно способно как защищаться, закапываясь телом в магму, так и нападать, плюясь расплавленной породой во врагов. Оценка: избегать, особенно в присутствии потоков лавы. Логично. Песчаная акула. Медленный хищник среднего размера, который закапывается в песок и нападает на добычу снизу из засады. Как и со многими хищниками, их можно временно отвлечь, покормив приближающихся голодных существ. Передние брюшные плавники. Необычное положение этих плавников предполагает цель, не связанную с плаванием. Они могут использоваться как для раскапывания песка под поверхностью в ритуалах спаривания или просто быть редументом. Блять. Сколько раз мне нужно будет тут вики вставить, я не знаю. Сегментированный экзоскелет. Толстая броня делает песчаную акулу почти невосприимчивой к атакам сверху, хоть она и способна двигаться с поразительным ускорением. Но ее экзоскелет мешает ей быстро изменить направление. Таким образом, песчаная акула идеально приспособлена для охоты и засады, но плохо для продолжительной погони. Ноги. Не приспособлен для передвижения. Вероятно, используется для разрыхления поверхности песка, чтобы существо могло закапываться в грунт. Оценка: избегать. Будьте готовы к засаде в песчаных биомах. Речной мародер. Тварь, которая мой краб ебала постоянно, пока я ресурсы на базу в дюнах собирал. Быстрый и ловкий хищник, обнаруженный на большой глубине. Челюсти. Мощные челюсти, способные как разорвать добычу, так и дать отпор более крупным хищникам. Тело. Его тело крайне уязвимо и состоит в основном из хребта и хрящей. Он проявляет сильное сходство с прочими похожими на угрей хищниками на 45-46 би.
Особенности нападения. Он будет агрессивно поворачиваться челюстями в сторону оппонента, но небольшое быстрое существо может получить преимущество. Оценка избегать. Угу. Сталкер. Урод. Обтекаемый хищник, обитающий в зарослях водорослей, поджидающий жертв в поисках корма, покидающих безопасное мелководье. По-видимому, сталкеры заняли свою удобную экологическую нишу по размеру и уже и скорости уже миллионы лет назад и могут быть древнейшим видом на планете. Прикол. Вероятно, сталкеров тянет... вероятно, сталкеров тянет как залежами титана, имеющие склонность точить зубы и создавать на них нагрузку. Как и со многими хищниками, голодных сталкеров можно временно отвлечь, покормив их. Зубы. Зубы сталкера необычайно твердые и быстро растут. Его вытянутая морда может оказывать огромное давление при укусе больших противников, но также служит для того, чтобы доставать мелких травоядных, прячущихся среди камней. Среди камней. Слоистая структура сетчатки предполагает адаптацию к охоте в ночное время. Ночное зрение. Слой сетчатки в глазном яблоке предполагает адаптацию к охоте в ночное время. Спинные гребни. Эти гребни могут двигаться независимо друг от друга, давая превосходную подвижность. Брюшные плавники. Длинные и мощные. Сталкер приспособлен к охоте даже на самую быструю добычу. Добыча – мелкие травоядные. Оценка. Зубы сталкера могут применяться при производстве малевого стекла. Спасибо за информацию. Страж. Агрессивное существо, способное телепортироваться и телепортировать других. Нет генетических пересечений с другими местными формами жизни. Не проявляет обычного оборонительного поведения. У него даже не написано, какая у него степень этого агро. Или не агро, но это как его? Опасность, вот. Уровень опасности. Голова. Механизмы, расположенные в области головы, дают этому существу способность телепортироваться, с помощью которой он преследует свою цель. Туловище. Охотится на другие формы жизни, но органов пищеварения не обнаружено. Внутренняя структура пищеварения... Внутренняя структура значительно сложнее других известных организмов. Невозможно определить, является ли она по своей природе органической или искусственной. Оценка требуется дальнейшее изучение. Электрический уголь. Угорь. Большой и любознательный хищник, обитающий около глубоководных рифов и колоний клубней кустов. Электрические зубцы. Зубцы, покрывающие тело, способны генерировать мощный электрический ток, который электрический угорь использует для оглушения своей жертвы. Челюсти. Большие гибкие челюсти, усеянные острыми зубами. Если на рифах обитает хищник быстрее, сильнее и голоднее, он, судя по всему, избегает электрического угля. Угря. Оценка избегателя нейтрализовать. Плотоядных прочитал. Травоядные, давай. Травоядные большие. Алый скат. Один из крупнейших скатов на планете, проявляющий в основном пассивное поведение. Толстая чешуя. Чешуйки, образовавшиеся на коже, защищают данного ската от экстремальных температур, позволяя ему выживать в областях, не заселенных падальщиками-конкурентами. Переднее расположение глазниц предполагает хищническую историю развития, отброшенную очень давно. Оценка несъедобен. Газобрюх. Медленные существа, и при этом одни из самых больших травоядных на планете. Это скат. Один из крупнейших скатов, окей. Медленные существа, и при этом одни из самых небольших травоядных на планете. Будучи лакомой добычей для возможных хищников, газобрюхи защищают свои владения, выбрасывая в воду ядовитые и едкое соединение, способное растворить даже синтетические волокна. Система фильтрации. Многослойные жабры делают существо невосприимчивым к собственным токсичным облакам. Водорослевая железа. Выпуклый придаток сзади, похожий на мешок. Внутри мешка растут люминесцентные желтые водоросли, выбрасывающие ядовитые соединения. Брюшные мышцы могут сокращаться, заставляя железу выделять токсичные соединения в окружающую воду. Большие брюшные плавники позволяют энергично передвигаться в воде при перемещении небольшими стаями.
Поведение. Газобрюхи выглядят социальными по своей натуре и, возможно, даже используют свои выделения в ритуалах взаимоотношений. Издаваемые ими звуки, по-видимому, сигнализируют о находящихся рядом угрозах или источниках пищи. Обезвоживание. Оценка. Соблюдать осторожность при приближении. Кислотные коконы можно собрать и повторно использовать. Так, ласка. Тут, конечно, дохуя написали. Так, ласка, мелкая травоядная серого цвета. Демонстрирует высокий уровень интеллекта, любопытства и эмоциональной привязанности. К удивлению, данный вид не встречается в дикой природе, а сканированная особь была искусственно выведена в большом аквариуме. Была искусственно выведена в большом аквариуме. Подожди, это команда Дэгоди ее вывела, если на их территории базы. Ну тогда предтечи, получается, их яйцо пиздили. Так, это что-то интересное. Жизненный цикл. Мало что можно сказать о жизненном цикле ласки в отсутствии диких особей. Возможно, условия окружающей среды изменились, поставив вид на грани вымирания и оставив яйца в вечном стазисе. Также возможно, что ласка была генетически модифицирована или даже заведена на 45-46 би с другой планеты. Поведение. Нам известно, что ласка травоядная, проявляющая в межвидовом взаимодействии крайне социальное поведение. По всей видимости, данное существо аналогично земным дельфинам до их вымирания. Способна понимать концепцию чужого разума. Это первичный индикатор настоящего сознания и пытается общаться набором чирикающих и щебечущих звуков. Взаимодействие. Данные предполагают, что ласка способна понимать и исполнять простые команды, помимо способности оценивать эмоциональное состояние окружающих и, соответственно, реагировать. Оценка. Эмоциональная связь между живыми существами – это важная составляющая психологического здоровья. Важные показатели стабилизированы. Так, вот медуза скат. Так, этот вид приспособился к низкой освещенности благодаря полупрозрачному люминесцентному телу. Люминесцентное тело. Такая адаптация может помочь освещать окрестности при поиске пищи, отпугивать хищников и познавать других особей своего вида. В итоге кальмара краба хавает просто. Светочувствительность. Замечено, что некоторые мелкие существа плавают следом за медузоскатом, используя освещение в своих целях. А сами скаты тянутся к другим источникам света, возможно, принимая их за одного из представителей своего вида. Оценка несъедобен. Небесный скат. Небесный скат имеет голову, похожую на птичью, и оперенные вот, крылья, позволяющие ему летать. Небесные скаты обычно кружат около плавучих структур и редко улетают далеко в море. Они сидят на суше, но склонны улетать при приближении к ним. Крылья. Хотя крылья и придают ему некоторое сходство с силуэтом сводными скатами 45-46 b, но анализ показывает отсутствие большего, чем в общем по планете. Генетического сходства с этими видами, по сути... Но анализ показывает отсутствие большего, чем в общем по планете генетического сходства с этими видами. По сути, небесные скаты отделились от эволюционного древа развития намного раньше остальных. Питание. Кормятся, вероятнее всего, семенами. Небесные скаты не ныряют в воду за пищей, что подразумевает, что выживают они за счет растений на суше. Оценка. Присутствие может указывать на сушу неподалеку. Призрачный скат. Этот вид ската приспособился к глубоководным условиям. Его тело полностью защищено полупрозрачной кожей, а его большие крылья способны создавать значительную тягу. Ядовитая плоть, мясо призрачных скатов несъедобно, как это типично для скатов 45-46 b, что делает их одним из наиболее процветающих травоядных. Питание. Питается растительными остатками, опустившимися на морское дно глубоководной пещеры. Оценка несъедобен. Трусоватый скат. Являясь травоядной водной формой жизни, трусоватые скаты, по всей видимости, живут спокойно и одиночной жизнью с небольшим количеством хищников, природным любопытством и ужасно ядовитой плотью. Ням-ням. Еда. Уши. Парные оранжевые отростки на голове улавливают вибрации в воде.
волнообразные крылья. Метод перемещения заметно схожий с таковым у земных скатов. Генетическое сходство не обнаружено. Предположительно, два этих вида выработали сходное приспособление для своей окружающей среды независимо. Среды независимо. Данные свидетельствуют о том, что большие боковые глаза являются относительно недавней адаптацией. Предположительно, в других экологических биомах на планете существуют родственные виды скатов. А оценка несъедобен, но безобиден. А то есть другие опасны, да? И ты тоже. Травоядные, небольшие. Ой, и тут все рыбы, блядь. Бумеранг. Травоядные, встречаемые в больших количествах, часто встречаются на мелководье и передвигаются косяками. Острые зубы предположительно предназначены для измельчения кораллов. Двойные плавники. Необычная разновидность двойных плавников, являющихся хрящевыми выростами скелета. Устойчивы к повреждениям и дают отличную скорость, но долго отрастают. Синие кончики на самом деле окончания пищеварительного тракта, где свечение поедаемых ими кораллов достигает пика. Более активно в светлое время суток, но удирает при приближении к нему. Бумерангов легче заметить ночью, когда их выдает свечение, и они ищут укрытие на морском дне. Оценка несъедобен. Глазастик. Пипец. Крайняя эволюционная приспособленность, при которой 90% массы тела составляет глазная полость. Гипертрофированный глаз. Глубоко посаженные кольца в хрусталике предполагают специализацию на обнаружении хищников в условиях низкой освещенности задолго до того, как они сами попадут в радиус атаки. Неразвитые плавники не способен к быстрому передвижению. Этот вид уязвим к подвижным хищникам на близком расстоянии. Разновидности акул, вероятно, выработали методы охоты, позволяющие приближаться к глазастику незамеченным сверху или снизу. Данное существо Пескун имеет общего эволюционного предка. Хотя глазастик и пожертвовал подвижностью, он перенял и усовершенствовал мощное зрение своего родственника. Их предок Альфа-Пескун. Возможно, он был одним из первых видов на 45-46b, который выработал зрение много миллионов лет назад. Оценка съедобен. Низкокалорийный. Эх, бля. Дырохвост. Мелкое травоядное встречаемо в небольших количествах, часто около входа в пещеры, где их окрас сливается с фоном. Хвостовой плавник со сквозным отверстием, изменяя размер и форму отверстия в хвосте. Существо может выполнять непредсказуемые маневры. Размер. Меньше, чем большинство других травоядных животных, предположительно из-за отсутствия растительности в условиях низкой освещенности. Оценка съедобен. Кольцевик. Мелкая стайная травоядная рыба с уникальным методом передвижения, являющаяся дальним родственником пузыря. Усики. Вместо плавания этого существа используют тонкие зеленые усики, которые окружают его тело, чтобы изменить состав воды перед ним, позволяя ему дрейфовать в созданном пространстве с низкой плотностью. Пурпурно-зеленый окрас. Возможно, камуфляж для адаптации к среднечастотным световым волнам, указывающий на то, что кольцевик наиболее активен на рассвете и закате. Поведение. Несмотря на то, что кольцевик периодически образует косяки и вместе убегает от хищников, это поведение больше социальное, чем защитное. Одинокие кольцевики часто занимаются поисками еды, в целом проявляют любопытство. Оценка съедобен. Красноглазик. Вот у них фотки нет. Точно так же, как у Магмаранга. У него фотки нет. Небольшое травоядное существо с плохой подвижностью, приспособившееся к обитанию в среде с высокой температурой. Тепловой камуфляж, темно-красный и оранжевый окрас позволяет этому подвиду сливаться с вулканической средой и отражать окружающую тепловую энергию, делая его практически незаметным для большинства хищников. Тепловое зрение, чувствительное к свету. Зрение непрактично при таких температурах, поэтому красноглазик развил тепловое зрение. В вулканической области данного вида съедобная растительная материя и потенциальные хищники – самые холодные объекты в радиусе. Оценка съедобен, низкокалорийный. Летяга, милашка. Мелкая, осторожная, травоядная, обычно встречаемая в зарослях водорослей. Заряженные подушечки.
Есть уникальный придат... 6 уникальных придатков имеют заряженные подушечки, способные ионизировать окружающую воду. Вероятно ли тяга использует эту способность, чтобы сохранять свое положение в воде, пока она питается водорослями или шайниками? Оценка съедобна. Лопаточник. Урод. Среднего размера травоядное, встречаемое на глубоководье. Единственный глаз. Встречается плавающему морского дна, откуда оно может наблюдать своим одним глазом за потенциальными хищниками, которые находятся за ним. Над ним. Пятнисто-зеленая окраска обычно встречается в богатых растительностью местах. Лопаточник хорошо приспособлен для маскировки среди растений. Поведение. Лопаточник, как правило, плавает на мелководье, несмотря на его медленную скорость, примет необходимые меры для избегания замеченных хищников. Оценка съедобен. Магмаранг. Данный организм адаптации обычного бумеранга, приспособившийся выживать в среде с высокой температурой. Окрас. Темно-красный окрас помогает этому подвиду сливаться с местной скалистой средой. Оранжевые элементы напоминают жидкую лаву, отпугивая более осторожных хищников. Поведение. Незначительно смелее своих мелководных сородичей. Тем не менее, магмаранг убегает от любого существа крупнее себя с впечатляющей скоростью. Оценка съедобен. Акулус. Еще мое любимое рыбко. Акулус. Данный вид генетически схож с обычными пескунами. Несмотря на то, что мелководье и пещерная система разделены всего лишь несколькими метрами камня, источники питания и опасности в каждом из биомов абсолютно разные. Возможно, небольшой косяк пескунов однажды оказался заперт в пещерах, а акулус — это то, как они приспособились. Чрезвычайно развитое ночное видение. Большие сложные глазные яблоки дают этому травоядному превосходное зрение в темноте и сильную боязнь света. Отсутствие клюва. Тогда как пескуны используют клюв, чтобы разламывать твердые кораллы, акулус, по всей видимости, питается мягкими грибными наростами в пещерах медузных грибов, поэтому и не нуждается в нем. Разделенный хвостовой плавник. Пещеры, в которых живут акулусы, не позволяют легко сбежать от быстрых хищников. Акулус приспособился, разделив хвостовой плавник на 5 отдельных отростков. Эти отростки не позволяют ему плавать так быстро, как мелководный родственник, но каждый из них легко отрывается и снова отрастет, что позволяет легче сбежать в случае поимки. Ну то есть как ящерица. Подожди, в смысле 5? Ну да, 5. Так, пескун. Твой брат-акробат. Кстати, у него что-то глаз меньше стал. Так. Быстрая травоядная рыба, обитающая большими косяками на мелководье и богатая белком. Развитые боковые глаза. Способны к распознаванию цветов не только на мелководье, но и при различных условиях освещения. Они также могут закрываться веками, не давая свету отражаться от хрусталика и делать... Найти источник калорий. Нихуя. Источник калорий, бля. Сейчас поем. Не поем. Надо бы поменять место читания. Показатели стабилизированы. Надо бы это поменять место читания, но то что-то скучно стало. О, вот так. Где? Они также могут в условиях освещения... Способны к распознаванию цветов не только на мелководье, но и при различных условиях освещения. Они также могут закрываться веками, не давая свету отражаться от хрусталика и делая пескуна почти невидимым для ночных хищников. Мощные плавники. Данный вид развил мощные плавники, которые обеспечивают ему быстрое ускорение в спокойной воде и способность выпрыгивать на несколько метров из воды, чтобы ускользнуть от преследователей. Клюв. Вероятно, используется, чтобы ломать кораллы и прочные растения. Необычайно большая полость носа не служит никакой наглядной цели, а была развита, по-видимому, специально для обнаружения одного конкретного фермента. Угу. На планете до сих пор не найдено то, что могло бы выделять соответствующий запах. Выделительные трубки. Трубки, крепящиеся к туловищу пескуна, соединены непосредственно с желудком и жабрами и, вероятно, служат для выброса их содержимого при желании. Назначение неясно. Несмотря на то, что пескуны хорошо приспособились к выживанию на мелководье, ряд эволюционных приспособлений не несет никакого значения. Вероятно, они также хорошо приспособлены к выживанию в глубоководном
глубоководных условиях, а также они в некоторой степени умнее, чем обычные мелкие травоядные. Оценка съедобная, высококалорийная, требуется дальнейшее изучение. Ой... Ну, собственно, дырка из желудка это для фермента 42, и нюхает он, собственно, тоже фермент 42, это понятно. Это необычное травоядное... Ну, пузырь. Это необычное травоядное выглядит практически беззащитным и имеет очень слабое сходство с прочими организмами вокруг него. Полупроницаемая мембрана. Пузырь может фильтровать морскую воду и воздух в полости тела при помощи уникальной мембраны, окружающей его хребет, подобно пузырю. Это позволяет ему удалять и поедать пойманные в процессе органические частицы и регулировать собственную плавучесть. Незамкнутые сосудистые трубки могут отклоняться и сжиматься, выталкивая воду и создавая медленную направленную тягу. Чаще всего не реагирует на угрозу, а ночью практически неподвижен. Единственный обнаруженный защитный механизм в том, что он почти полностью состоит из воды, воздуха и хрящей. Оценка съедобен. При поедании воздух можно выкачать из мембраны и добавить в резервуар. Мембрану можно использовать как естественный фильтр для воды. Реджинальд. Небольшое травоядное, являющийся дальним родственником обычного пескуна, перенявший у того хорошо развитые боковые глаза, приблизительные размеры, форму тела. Окрас. Тускло-зеленая окраска, как глубоководный камуфляж. Светящаяся кустовая окраска, вероятно, является частью брачного поведения. Питание. Фильтрует водоросли и прочие растительные материалы из воды через 4 жабровидных отверстия, расположенных спереди. Оценка съедобен. Высококалорийный, кстати. Рыба Гэри. Медленная и любопытная травоядная маскировочный окрас указывает на приспособление к избеганию опасности и жизни морского дна. Глаза на стебляках могут быть полезны при высматривании хищников из укрытия среди кораллов. Поведение. Наиболее активно в дневное время суток, но всегда медленные и смирные. Выживание рыб Гэри зависит от сочетания маскировки и того, найдут ли хищники более сытную еду где-нибудь в другом месте. Оценка съедобная. Хребеточник. Мелкая, плавающая косяками рыба, близкий родственник кальциевика. Серый окрас. Сочетание почти прозрачной плоти с белыми отметками, похожими на ребра, придает рыбе мертвый вид. Она использует это для того, чтобы избегать внимания хищников. Поведение. Двигаются косяками в целях защиты, но могут рассыпаться и убегать при необходимости. А те удачливые, кто смогут уйти от взгляда нападавшего, плывут ко дну и прячутся среди детрита. Оценка съедобен. Высококалорийный. Кстати, хребеточник тоже высококалорийный. Прикол. Умершие, блядь. Древний окаменелый скелет. Скелет бронированного плотоядного животного возрастом 1 миллион лет. Экстраполяция указывает на то, что данная форма жизни была значительно больше, чем другое существо, встреченное на планете. Океаны того времени должны были бы сильно отличаться, чтобы поддерживать жизненную форму такого размера, иметь гораздо более просторный ландшафт и намного больше представителей из разряда левиафанов. У меня, кстати, есть идея, кто это, и я не знаю, как он называется, но он был, типа, либо в Артифановом Сабнатике, либо еще где-то. Исполнительная окаменелость, исполинская окаменелость. Окаменевшие останки вымершего суперхищника. Сам его размер не позволил бы ему попасть внутрь такого замкнутого пространства, что предполагает, что география планеты со временем изменилась вокруг него. Истинный хищник высшего порядка. Возраст приблизительно 3 миллиона лет. Размеры грудной клетки предполагают, что существо напоминало мурену. Расчеты показывают, что это всего лишь передняя треть особи. Останки теперь поддерживают насыщенный жизнью микромир. Примечание. Имеется ряд точных угловых зазубрин на грудной клетке, что предполагает взятие проб с особи кем-то еще в прошлом. Образцы грудной клетки. Данные инопланетной станции содержат множество грудных клеток, собранных из местных форм жизни. Особое внимание в данном случае уделяется скелетным структурам позвоночных, хотя некоторые из этих скелетов соответствуют организмам, встречающимся на планете до сих пор.
Большинство из них не могут быть сопоставлены с уверенностью, что предполагает существование еще не обнаруженных видов или то, что они вымерли с тех пор, как были собраны эти образцы. Останки исследуемого образца. Останки скелета огромного хищника, размещенные внутри искусственной среды обитания. Среда обитания. Окружающая среда создана для размещения образца, предполагая, что его содержали живьем в изоляторе для исследовательских целей в течение месяцев и даже лет. Органические вещества указывают на то, что когда-то аквариум содержал разнообразную растительность, хотя с тех пор она сгнила. Когда комплекс обрушился, данная особь либо была брошена умирать, либо погибла сразу. Скелет Левиафана-жнец. Жнецы плохо переносят высокотемпературные условия, что действует о том, что данное существо было принудительно загнато ниже в зону с активной лавой, непреодолимыми для него обстоятельствами. На костях имеются останки мускульных тканей, что говорит о том, что он умер в течение недавних месяцев. Ожоги и другие физические повреждения костной структуры. По-видимому, стал добычей для чего-то больше. Скелет морского дракона. Частично поврежденный скелет, принадлежащий хищнику класса Левиафан. Травма головы. Имеется явное свидетельство обширной физической травмы головы. Повреждение настолько сильное, что, вероятнее всего, стало причиной смерти и должно было произойти где-то поблизости. Модель повреждения совпадение со столкновением с твердым объектом на высокой скорости. То есть, получается, реально мама там яйцо пыталась защитить, херачила в комплекс, разъебенила себе мозги и сдохла. Молодец. Возраст. Что-то в окружающей среде помогло сохранить останки, но распад кальция предполагает приблизительное время смерти около 1000 лет назад. Развитие костей предполагает, что жизненный цикл существа соответствовал стадии откладывания яиц. Смешанные ископаемые останки левиафанов. Эти окаменелости, вероятнее всего, остались от древнего предка левиафанов, населяющих планету сейчас. Относительные размеры и тонкая структура костей подразумевают, что они образовывали часть ушного канала или какую-то другую сложную внутреннюю структуру. Угу. Животный мир кончился. Коралловые, блять. Тут хотя бы меньше написано. Прикол. В растительном мире, конечно, дохуя растений. Гигантские коралловые трубы. Разнообразие коралловых образований на 45-46b очевидно является различным решением одной и той же проблемы – максимизации потока воды и питательных веществ сквозь колонию. Данная конкретная разновидность пропускает воду сквозь трубу, фильтруя питательные вещества по мере их прохождения. Ее размер предполагает, что она делает это весьма успешно. Оценка образцы коралловых труб богатый кальцием, пригодным для изготовления антисептика. Древесные грибы. Анализ данных больших органических структур выявил целый микромир, сотрудничающих, сосуществующих и конкурирующих форм жизни. Конкурирующих. Основной ствол является одним из видов кораллов, причем некоторые колонии достигают возраста до 500 тысяч лет. Шляпки большие, имеют сходство с обычными земными грибами. Прочие организмы растут по всей структуре, где имеется пространство и свет. Окружающие воды заселены травоядными формами жизни размера 1 мм на 10 1 мм-10 мм. Настолько плотно, что более крупные травоядные, по всей видимости, покинули эти места. Оценка можно использовать. Земляные коралловые трубы. Генетическое сходство с гигантскими коралловыми трубами, встречаемыми в других местах, предполагает эволюционное расхождение примерно 100 тысяч лет назад. При этом данный подвид содержит существенно меньше кальция и специализируется на разрастании меньшими и более плотными скоплениями на более глубоких уровнях. Оценка практическое применение не обнаружена. Мозговой коралл.
Постоянно растущая колония микроскопических организмов. Этот вид кораллов приспособился фильтровать углекислый газ из окружающей среды, используя углерод для построения колонии и вытеснять кислород из специальных выпуклых воронок. Они очень выносливы. Предположительно, образец, собранный со взрослой особи, можно вырастить искусственно. Оценка: воздушные баллоны способны улавливать кислород из воды там, где это возможно. Огненный коралл. Угу. Данный вид кораллов отличается от любого другого встреченного на 45-46 тем, что для получения питательных веществ он полагается на поток магмы, а не... Рекомендуется найти источник калорий. Иди нахуй. Он полагается на поток магмы, а не на водное течение. Когда магма поднимается из ядра планеты и извергается через отверстие, этот коралл формируется у его основания, пока полностью не окружит ее отверстие. Затем лава поднимается уже по кораллу, как по трубе, позволяя тому по мере ее продвижения отсеивать минералы и тепло. Пластинчатый коралл. Каждый диск представляет собой отдельную колонию микроорганизмов, фильтрующую питательные вещества из воды. Картина роста указывает, что колонии находятся в прямой конкуренции за положение с другим течением или светом. В отличие от других кораллов, их структура мягко пульсирует, будто закачивает питательные вещества в их края, и становится жесткой при физическом воздействии. Узлы в виде драгоценных камней на поверхности, концентрированные редкие минералы, которые коралл не способен переработать. Оценка: можно использовать в изготовлении компьютерных микросхем. Раковинный и пластинчатый коралл. Данный вид коралла приспособился выживать в непосредственной близости от других кораллов, фильтруя питательные вещества из воды и делять ими с помощью похожих на споры субстанций, разрастающихся вокруг основания. Оценка: практическое применение не обнаружено. На фоне рыбок почитаем дальше про растения. Так. Животный мир можно закрыть. Растительный мир. Ой. Пиздец. Ой, ну ладно, тут меньше. Подожди. Блять, да про них еще и нормально так написано. Ну, ладно. Ладно, про них не так уж и много написано, но тут пиздец. Ладно. Водоросль. Вид водорослей сосредоточенный в крупных лесах, на мелководье и песчаных водах. Свободные корни растения закреплены за морское дно, из которого оно неуклонно растет по направлению к поверхности в погоне за солнечным светом. Стебель волокнистый и богат железом, что делает его пригодным в качестве основ для изготовления текстиля, а также в качестве базового продукта питания. Оценка: важный инопланетный ресурс. Съедобно, применяется в изготовлении предметов. Гелеобразный мешочек. Данные органические образования растут на стенах пещер. Пурпурные мешочки на их поверхности содержат гель низкой плотности, наполненный спорами. Время от времени они лопаются, всплывают на поверхность и цеплятся к любому камню, на который попадут. Хотя гелевые мешочки и съедобны, но в то же время низкая плотность делает их независимым строительным материалом. Оценка: съедобна. Важный материал в производстве аэрогеля. Глубинный гриб. Бесцветный родственник кислотного гриба, адаптирующийся для существования в условиях низкой освещенности. Намного кислее его мелководный собрат. Может иметь применение намного кислее, чем его мелководный собрат. Может иметь применение в передовых технологиях. Оценка: может быть переработан в соляную кислоту. Кислотный гриб. Простой вид споровых грибов. Мякоть содержит сильное кислотное соединение, которое вымывается в воду, если внешняя оболочка повреждается. Неясно, от каких хищников предназначена такая система защиты, но количество грибов в одном скоплении показывает, что это успешно отпугивает большинство из них. Оценка: съедобен. Кислота пригодна для изготовления батарей. Китайский картофель. Китайский картофель распространен по всей китайской территории.
где до сих пор не признают синтетическую еду, и где остаются большие участки пахотных земель, на которых выращивают свежие продукты. Будучи генетически модифицированным до экспансии, это растение хорошо приспосабливается к различным условиям и является способным продуктом питания в новых колониях по всей галактике. Оценка съедобен. Лампионовое дерево. Древовидная лиана, состоящая из сплетений отдельных стеблей, поддерживающих друг друга. Блядь. Растет только на плодородных почвах. На каждом стебле созревают оранжевые, похожие на фонарики, плоды с минимальной пищевой ценностью и содержанием воды. Съедобно в экстренных случаях. Луковое дерево. Растение в форме луковицы, корни которой находятся в земле, ростки представлены бирюзовыми листьями. Анализ показывает, что сок, выделяемый этим растением, ядовит для насекомых, но люди могут собирать и употреблять его благодаря высокому содержанию воды. Оценка съедобна, высокое содержание воды. Масляная водоросль. Ой, бля. Этот вид водорослей растет не густыми лесками глубоко на дне океана, является убежищем для множества уникальных представителей фауны и мегафауны. Выживание на этих глубинах является сложной задачей, и формы жизни, которые делают здесь свои дома, разработали необычные механизмы приспособления, в том числе отбеливание пигментации кожи, зависимость от естественных металлов и масел для регуляции температуры давления. А в некоторых случаях даже электрические защитные механизмы. Масляной корень. Данная коренная система обычно тянется от одной стенки пещеры к другой. Спиралевидные корни. Там, где корневая система вырывается в открытую воду, ее усики начинают обвиваться вокруг друг друга для большей прочности. Укоренение в стенах пещер. Там, где корни сталкиваются с стенкой пещер, они проникают в толщу камней и продолжают расти, хотя с меньшей скоростью. И масляные корни, и масляные водоросли производят пузыри масляного сока, доказывая, что они по сути один и тот же вид растений. Большая часть корневой системы скрывается внутри толщи камней, иногда вырываясь в толстые... да ёб твою мать! В открытые воды, пытаясь достать нетронутые минеральные ресурсы или создавать лозы, которые поглощают питательные вещества на водной основе. Мраморная дыня. Это растение собирает воду из воздуха, не полагаясь на свою корневую систему, и производит большие мясистые плоды, которые не только съедобны, но и обладают необычайно высоким содержанием воды. Съедобно содержит много воды. Темноводоросль. Созревшие водоросли, пережившие поедание малыми травоядными, производят эти биолюминесцентные грозди семян, которые могут быть сбиты свободными потоками или съедены, а зачем отложены в экскрементах пожирателей. Зародыш окружен густым слоем масла и силикона, которые вытекают на грунт при разложении внешней оболочки. Это дает саженцу питательные вещества, необходимые для того, чтобы выжить в условиях низкой освещенности на дне моря. Оценка. Важный инопланетный ресурс применения в изготовлении предметов. Серовик. Данный вид растений служит гнездом для взрывчатых существ, охраняющих их. Внешние лепестки, по всей видимости, не повреждаются обитающими в нем существам, что предполагает сложное совместное развитие. Растение приспособилось кормиться питательными веществами и минералами, которые в них откладывает рыба. Серные отложения на внутренних лепестках дают преднаставление о механизме, посредством которого существо взрывается. Оценка сера может применяться в изготовлении ремонтного инструмента. Используемое море, блять. Ну что тут так много? Висячее жало. Необнаруженных фотосинтетических клеток подразумевает плотоядную адаптацию к условиям низкой освещенности. Фолликулы вдоль щупалец способны обнаруживать контакт с инородными телами, вызывая электромагнитный разряд в районе 600 Вт. Ну или вольт, я не знаю.
Скорее всего, парализованная добыча переваривается в течение многих недель. Добыча мелкие рыбы. Оценка избегать. Возвраточник. Данный вид состоит из сложной серии закручивающихся внутрь колец, соединенных с помощью завитков. Информативно. Вьющиеся водоросли. Хорошо адаптированы к мелководью и пещерным системам. Это растение живет в симбиозе с коралловыми видами, которые формируются вокруг основания стеблей. Гигантский клубний куст. Этому одному растению сотни лет, хотя оно и доминирует над окружающей областью, но в то же время сложная корневая система соединяет его с другими клубникустами в окрестностях. Поток питательных веществ внутри этой сети предполагает, что гигантский клубникуст приспособился подпитывать более слабые кусты и поддерживать лес в хорошем состоянии. Гигантское дерево укрытия. Огромное дерево, встреченное в глубоком пещерном гроте. Единственное в своем роде из обнаруженных на планете. Дерево окружено скатами, поедающими его розовые внешние листья. Кора. Снаружи дерево покрывает крепкая, быстро растущая кора. Выемки на поверхности заселены крошечными организмами. Яйца призрачного левиафана. Ветви вокруг нескольких невылупившихся яиц, принадлежащих виду с обозначением призрачный левиафан. Это дерево, по-видимому, является древним местом гнездования. Яйца были отложены, когда дерево было молодым, и теперь ветви защищают их и растут вместе с ними, пока те ожидают подходящих условий для вылупления. Древесная пиявка. Паразит, похожий на растущий грибок, прикрепленный к другим организмам, фермент, выделяемый организмом, растворяет кожу хозяина, делая отверстие, через которое паразит высасывает питательные вещества напрямую. Неясно, для чего служит внешняя зубчатая челюсть, возможно, она используется в иных этапах жизненного цикла организма. Оценка: полезные грибковые ферменты. Желковатая крапива. Обычное мелководное растение, которое часто показывает признаки хищничества по краям листьев. Толстые фиолетовые жилки переносят питательные вещества к краям растения, а семена ярких цветов распространяются вокруг основания и стержня. Карликовый веер. Обычное слегка светящееся растение, встречающееся в основном на мелководье. Клубний куст. Данный водный вид приспособился расти в глубокой песчаной среде и сберегать свой уровень влажности при экстремальных внешних температурах. Корневая система может прорастать сквозь сланцевую породу, превращаясь в глубокий якорь, что позволяет хищникам щипать, но не выкоречивать растения полностью. Это щипывание приводит к обламыванию частей растения, а каждая часть способна превратиться в полностью жизнеспособное взрослое растение, что объясняет скопление клубных кустов в некоторых частях мира. Оценка съедобным в некоторых количествах. Высокое содержание воды. Крабья клешня. Вид водорослей с голубоватыми кончиками, растущие внутри или около бассейнов рапы, кислотного сверхсоленого раствора, собирающиеся на дне океана. Эти бассейны рапы опасны для всего живого, однако крабья клешня приспособилась, развив плотную, негнущуюся корневую систему, способную противостоять окружающей среде и поднимающую чувствительные голубые узелки, питающие растения выше уровня воды. Краснотарник. Обычное растение, приспособившееся к существованию во многих различных средах. Краснотарник является основной частью рациона многих мелких травоядных. Лиловый кавалер. Распространенное люминесцентное растение, растущее пучками на морском дне. Медузный гриб. Уникальная форма жизни, специфичная для микромиров в системе пещеры глубоко в травянистом плато, где высокое скопление хищных форм жизни отпугивает мелких хищников. Состоит из жесткого стволовидного основания, из которого вырастает тонкая фиолетовая мембрана. Структура мембраны предполагает уязвимость к поеданию, однако доказательства этому отсутствуют. Неизвестны защитные механизмы, возможно, симбиотические отношения. Хищники не выявлены. Да, бля. Не выявлено. А фотка чья, блядь? Мембранное дерево. Данный вид не поддается четкой категоризации. Он состоит из нескольких видов кораллов, работающих совместно и образующих изолированную экосистему.
заключенную в полупрозрачную мембрану. Растет исключительно на базальтовых породах в Большом рифе. Гомеостатические условия внутри него значительно теплее и более насыщены микроскопической живностью, чем снаружи. А ярко-фиолетовые растения внутри, вероятно, очень быстро отомрут при воздействии внешней среды. Еще много. Морской венец. Это растение состоит в основном из большого пузыревидного мешка, содержащего огромное количество разнообразных видов бактерий, которые позволяют ему разлагать комплексные соединения, получаемые от корневой системы. Имеет общие большие участки генетического кода с мембранным деревом. Сканирование окружающей среды показало, что это растение редкое, на грани исчезновения. Перо Гейба. Данное растение растет практически исключительно в глубоких водах, где его ладонеподобные листья приспособились фильтровать осадки из окружающей среды. Оно, скорее всего, зависит от выделения фауны, населяющих воды выше и вокруг него. Пещерный куст. Понятно. Фиолетовый люминесцентный вид, который хорошо растет в твердом грунте вдали от солнечного света. Информативно. Призрачная водоросль. Растет исключительно в глубоководных регионах, где его бледная пигментация улавливает самые слабые длины световых волн. Пятнолистник. Обычные водные растения. Химические вещества в листьях нейтрализуют яды и кислоты, содержащиеся в других местных видах, тем самым стимулируя поедание травоядными, хотя и в небольших количествах. Таким образом, растение одновременно распространяет свои семена, но сохраняет достаточную площадь поверхности своих листьев, чтобы выжить самому. Раповая лилия. Данные растения, напоминающие лилии, приспособились безопасно плавать на поверхности относительно плотных бассейнов рапы, кислотного сверхсоленого раствора, скопляющегося на дне океана. Корни, напоминающие щупальца, тянутся вниз в рапу, впитывая из нее необходимые соли и минералы. Румяная колыбель. Комплексный представитель флоры, обитающий в пещерах. Ярко-желтая сердцевина этого растения защищена жестким сплетением, по-видимому, чтобы отгонять среднего размера травоядных. Сверток папируса. Функция этих своеобразных закрученных листьев не совсем понятно. Возможно, что листья разворачиваются в условиях низкой защищенности или что они служат в качестве канала для протекания воды через основной стебель растения, тем самым увеличивая получение питательных веществ извне. Синяя пальма. Обычное водное растение, которое растет на мелководье с высокой освещенностью. Длинные листья перехватывают свет, прежде чем они успевают достичь более мелких растений на морском дне. Стебли глаз. Пещерный клубень, усеянный люминесцентными фоточувствительными глазами. Эти глаза каким-то образом могут направлять рост стеблей и растения. Возможно, что это связано с реакцией на другие источники света, близостью пещерных стен или других условиях окружающей среды. Шипастый траворог. Имеет генетическое сходство с красной травой, однако данный вид развил прочную роговидную оболочку, в которой он прячет свою корневую систему. Шипомет. Это растение адаптировалось к атмосферным колебаниям в воде со скоростью до 15 метров. Не способны как хватать своими щупальцами, так и метать шипы со скоростью до 10 метров в секунду. Хоть и эти растения способны парализовать мелких травоядных, но у них отсутствуют пищеварительные органы. Потенциальные хищники, попавшие в оборонительный периметр, служат предупреждением для других травоядных, чтобы не приближались. А затем, когда они разлагаются, они служат удобрением для шипомета. Избегать или вывести из строя. Угу. Это было быстро, я их быстро прочитал, ладно. Суша. Воксельный кустик. Угу, информативно. Растение с розовыми листьями и угловатым внешним видом, которое растет исключительно на земле. Корзиночник. Наземное растение оранжевого цвета, которое обычно содержит густую, богатую белком тину у основания. Это может подразумевать хищный образ жизни, в котором личинки и насекомые привлекаются яркими лепестками, пробираются к центру растения, но не могут подняться наверх по скользкой внутренней поверхности листьев и в конечном итоге перевариваются.
Русская. Папоротниковая пальма. Данный вид впервые был выявлен в искусственной грядке на острове. Он не указан в существующей базе данных флоры, поэтому неясно, имеет ли он происхождение с этой планеты или нет. Генетический код имеет общие черты с другими местными растениями, но это может быть результатом передачи ДНК, а не естественной эволюции. Пятнистый погремок. Хрупкое наземное растение, содержащее много спор, которые издают характерный стук при тряске растения. Это может использоваться для отпугивания хищников или даже для привлечения хищников, чтобы использовать их в качестве переносчиков спор. Растение мин. Жизнестойкий вид, который растет на суше. Вазоподобный ствол защищает корневую систему от хищничества и самовосстановления в течение времени. То объясняет характерные трещины по бокам. Розовочепец. Блять. Разновидность наземного гриба с собираемыми спорами. Несъедобен. Блин. Обычный наземный гриб, встречающийся в виде скоплений. Быстро растет, размер ограничен только доступностью питательных веществ и пространства. Ура! Неужели я прочитал все про местные формы жизни? Пипец, я сейчас сдохну нахуй. Так, набор для выживания. Внимание! База данных чертежей повреждена. Повреждение жесткого диска вашего КПК привело к потере примерно 80% сохранения чертежей спасательного оборудования. Чертежи могут быть восстановлены путем сканирования найденных обломков с помощью ручного сканера или путем загрузки последней базы данных с бортового хранилища. В текущих обстоятельствах и то, и другое, вероятнее всего, найти среди обломков Авроры. Угу. Я понятно, почему у этого дебила ничего нет. Но это дополнительно техническое. Так. Двухместная спасательная капсула. Стандартные функции. Радиопередатчик малой дальности. Радиус бесперебойной работы 250 километров. Охренеть. Малой дальности 250 километров. Угу. Настенный изготовитель для изготовления аварийно-спасательного снаряжения и переработки органических субстанций до съедобного состояния. Изготовитель аптечек, бортовой воздушный тормоз и плавсредства для спасения на суше, море и космосе, 3 энергоячейки на солнечную энергию, аварийные выходы в полу и крыше. Так. О. Статус корабля «Аврора». Класс судна – капитальный корабль дальнего действия корпорации «Альтера». Миссия – установка фазовых рад в рукаве «Ариадны». Время работы – 3 года. Экипаж. Лица командного состава – 23. Команда инженеров – 85. Команда обслуживания – 40. Пассажиров – 9. Подожди. Это... Сколько у него там людей было? Так, 63. 72. Математика. 157 человек на борту Авроры было. Всего было 25 спасательных капсул. Ну, как я знаю. Они двухместные. То есть, получается, максимум смогли спастись 50 человек. Прикол. Статус. Понесло серьезный урон на орбите планеты 45-46b. Причина неизвестна. Данные по эвакуации недоступны. Инженерная секция. Ионное ядро привода В8 на темной материи. Набор пилотируемой робототехники. Набор передовых сканеров, коммуникационный ретранслятор большой дальности, отсек хранения объемом 25 километра кубических для аппаратуры фазовых рад. Жилая секция. Проживание для 150 человек, многочисленные столовые, подающие полезную, свежую и восстановленную водой пищу. Рекреационный комплекс, включающий комнату VR и виртуальный кинотеатр. Нормально. Универсальный защитный костюм.
УЗК, производство компании Альтера. Универсальный защитный костюм УЗК. Производство компании Альтера, универсальное решение для бесконечно опасной вселенной. Угу. Сейчас вы одеты в УЗК. Персональное герметичное снаряжение, способное функционировать в самых экстремальных условиях, известных во вселенной. Встроенный регулятор температуры и влажности. Совместим с широким спектром модификаций. Облегающая форма для обеспечения максимальной свободы движения. Биометрические датчики. Контекстный дисплей в шлеме. Вот почему. Нашарали какую-то херню видеть. Угу. На случай повреждения корпуса УЗК всегда следует надевать перед запуском. На случай повреждения корпуса УЗК всегда следует надевать перед запуском спасательной капсулы. Это получается, Райли во время крушения Авроры заспидранил это. Угу. Начать здесь. Если вы это читаете, значит вы пережили аварийную эвакуацию с корабля капитального класса, оснащенного технологиями корпорации Альтера. Поздравляем, самое тяжелое позади. Ваш КПК автоматически перезапущен в аварийном режиме. Данная операционная система имеет единственную директиву – сохранить вам жизнь во враждебном инопланетном мире. Если это невозможно, она повесит спасательную капсулу о местонахождении... она повесит спасательную команду о местонахождении ваших останков. Его функции. Полный мониторинг жизненных показателей для современной подачи советов по выживанию. Чертежи для изготовления различного необходимого для выживания снаряжения с учетом вашей окружающей среды. Устроенная камера. Микрофон и технологии распознавания символа для ближнего на... Да бля. Ну, микрофон включен, так говорить не надо. Тебе тут трындеть тоже. Кричать в этот микрофон не надо. Его шумоизоляция не спасает ничего. Встроенная камера, микрофон, технологии распознавания символов для ближнего анализа ситуации. Обратная совместимость с всеми продуктами, сертифицированные корпорацией Альтера. Примечание. Ваши персональные и рабочие данные были зашифрованы и могут быть установлены позднее лицензированным инженером. Советы по выживанию. Оказать первую помощь при необходимости. Составить список доступных материалов и припасов. Распланировать рацион. Исследовать окружающую среду на предмет угроз и ресурсов. Собрать необходимое для выживания оборудование. Использовать изготовитель спасательной капсулы. Осмотреть спасательную капсулу на наличие повреждений и при необходимости произвести ремонт. Отправить сигнал бедствия с помощью бортового радиопередатчика малой дальности. Поискать других выживших визуально или используя радиопередачу. Найти или построить более долговременное жилище, поддерживать физическое и психологическое здоровье до спасения. Примечание. Эта информация предназначена в качестве общего руководства. В первую очередь вы всегда должны следовать советам вашего КПК, который учитывает ваши конкретные обстоятельства. А люди говорили, в сабнетике туториала нету. Вот, пожалуйста, просто все дебилы, как я, ничего не считают. И читают под конец игры. Ой. Передовые теории. У них тут до хрена написано. Ну, бывает. Виды скатов на 45-46B. Различные виды скатов, населяющие 45-46B, приспособились к различным условиям окружающей среды. Образцы на 99,99% генетически схожи с теми, что встречаются на планете по сей день. Что означает, что скаты, в частности, претерпели мало эволюционных мутаций за последние тысячелетия. Призрачные, алые, трусоватые и медузы-скаты, вероятно, имеют общего эволюционного предка альфа-скат. Должен был эволюционировать в глубоких океанических впадинах. Быстро развиваться в соответствии с имеющимися запасами пищи. По размеру и внешнему виду он больше должен был быть похож на призрачного ската с полупрозрачной кожей для маскировки.
и передним расположением глаз для охоты. Быстрый и грозный охотник среди мелких существ в темноте. Пока некоторые скатысы оставались в пределах пещерных систем, где они сначала эволюционировали, другие, относительно недавно приспособившиеся к новым условиям окружающей среды, по всей видимости, стали результатом населения. Угу. Все скаты на 45-46B отказались от хищничества в пользу травоядного образа, а ядовитую плоть используют как средство защиты. Умно. Умно. Угу. Жизненный цикл морского императора. Были использованы имеющиеся биологические данные, чтобы воспроизвести воздействие чужеродных бактерий на естественный жизненный цикл морского императора. Угу. Данные существа, вероятно, жили и передвигались небольшими стаями в районе океанических желобов планеты и поднимались на поверхность кормиться огромными объемами микроорганизмов на мелководье. Угу. Размер семьи сильно ограничивался доступным запасом пищи. Потомство, вероятно, отделялось в молодом возрасте, формируя собственные стаи в другом месте. Угу. Учитывая их малую популяцию, спаривание и откладывание яиц были, скорее всего, редки. Возможно, случались раз в жизни. Да, вот поэтому и редки. Вероятно, вид имел предпочтительную среду для кладки яиц. На самом деле, от подобных условий могло зависеть успешное вылупление. Учитывая редкость данного события, невозможно точно рассчитать данные условия. Нет никаких доказательств подтверждения того, что все представители вида были невосприимчивы к чужеродной бактерии. Даже если это и так, то существуют доказательства того, что попадание бактерий нанесло огромный урон жизни на планете, что имело катастрофические последствия для кормовой базы императоров и их выживаемость. Вероятно, симбиотические отношения между данным видом и другими формами жизни выработались как прямой результат заражения бактерий. То есть формы жизни, которые научились поддерживать императоров живых, выжили с его помощью. С этим можно объяснить обширные участки безжизненного океана примерно по периметру от места обитания императора. Инкубационные ферменты. Яйца вида император, прикрепленные к своего рода инкубатору. По всей видимости, при нормальном жизненном цикле особи, подобные морским императорам, зарывали свои яйца в мелких водах, где различные органические материалы в грунте вызывали их вылупление. Судя по инкубатору, инопланетяне прибегли к разработке искусственных инкубационных ферментов, которые имитировали бы естественную среду вылупления яиц, но они не смогли подобрать формулу. Инопланетные яйца. Данные свидетельствуют, что значительное число, если не все местные виды, размножаются посредством откладывания яиц. Яйца встречаются лежащими на дне моря, закопанными под детрит или даже вклиненными в разломы в камне. В качестве районов гнездования различные виды предпочитают различные биомы. Яйца, обнаруживаемые в дикой природе, находятся в своего рода естественном стасе, по-видимому, ожидая идеальных условий для вылупления или жизненно важного фермента, который запустит процесс. Невозможно опознать принадлежность яйца к виду по его внешнему облику, однако можно стимулировать вылупление яйца, если поместить его в подходящий большой аквариум. Несущие ферменты пескуны, покидающие изоляционный комплекс. Выпускные трубы кишат пескунами, плывущими обратно на поверхность. Особи не проявляют симптомов инфекции, все сканированные особи переносят фермент 42, который, согласно данным, подавляет рост бактерий. В остальном желудочной полости
особей пусты, что предполагает, что они опустошили содержимое перед тем, как войти в трубы. Оценка. Если пескуны приспособились распространять фермент через трубопроводную сеть, то это могло бы частично объяснить механизм, как жить на 45-46 B пережила бактериальную эпидемию. Ну вот, это моя теория как раз-таки, кстати. Подожди, я прочитала, да? Особь с особь с симптомами инфекции. Данный организм проявляет признаки заражения бактерией. Ярко-зеленые нарывы сплетаются сетью в районе очагов инфекции. Патология предполагает присутствие водной бактерии, способной проникать через кожу и дыхательную систему внутрь тела. Глубинные признаки генетических мутаций и агрессивного поведения. Сама бактерия не похожа ни на что из упомянутого за всю историю человеческих исследований. Внимание! Возможно заразно, избегать, ни при каких обстоятельствах не употреблять мясо. Да-да, я помню, как я зараженную рыбу сожрал. Ничего со мной не стало. Потому что я вылечен. Отчет о заражении бактерий. Вы были заражены ранее неизвестной водной бактерией. В настоящее время она размножается в вашей кровеносной системе. Предполагаемый инкубационный период 2 недели. В настоящее время ваша иммунная система борется с инфекцией, но неэффективно. Вы уже можете испытывать гриппоподобные симптомы раздражения кожи. Предположительно, что они обострятся по мере того, как бактерия будет брать верх. Ваша первоочередная задача – ослабление и ликвидация бактерии. Рекомендуемые действия – собрать дополнительные инопланетные исследовательские данные по возможной вакцине. Изучить механизмы, которые позволили коренной экосистеме подавить симптомы инфекции. А что тут 2? Ладно. Пескуны, попадающие в изоляционный комплекс. Трубы, втягивающие воду в изоляционный комплекс, кишат пескунами, поступающими с поверхности. Рыбы не проявляют признаков беспокойства, все сканированные особи потребляли большое количество семян и органического вещества с поверхности. У некоторых особей стали проявляться симптомы инфекции. Да? Эмбрион морского императора. Бедный ребенок. Объект, найденный в консервационной емкости, скорее всего, является детенышем взрослой особи, удерживаемой в комплексе. Физиология. Поверхностное повреждение особи указывает на искусственное излечение из скорлупы. Прервавшееся развитие тканей предполагает смерть организма во время процедуры излечения. Из пищеварительного тракта были изъяты образцы тканей. Анализ. Очевидно, инопланетяне пытались вывести формулу лекарства от бактерий из ферментов, производимых пищеварительной системой особи. Эти попытки были безуспешны без молодой, здоровой особи. Бедное дитё. Яйца морского императора. Первая оболочка. Необычайно прочная оболочка. Судя по органическим наростам снаружи, этим яйцам могут быть сотни или тысячи лет. Инопланетные трубы. Инопланетные устройства пронизают внешний слой оболочки, скорее всего, они предназначены для снабжения их питательными веществами и изоляции их от окружающей среды. Околоплодный мешок. Как и многие яйца на 45-46 B, они не содержат питательных веществ, которые постепенно исчерпываются эмбрионом. Вместо этого они находятся в своего рода естественном стадисе, ожидая соответствующих условий для вылупления. Эмбрион. Имеется высокое генетическое сходство между этими организмами и левиафаном неподалеку. По видимости, они в стабильном состоянии и здоровы. Вполне вероятно, что идеальные условия для вылупления этих яиц отличаются от идеальных условий для выживания родителя. Яйко морского дракона. Это большое яйцо содержится в герметично закрытой среде и было химически стерилизовано, не имея возможности содержать в комплексе полностью здоровую особь морского дракона. Инопланетяне, по-видимому, вместо этого пытались изучить процесс откладывания яиц и инкубации. Для каких целей, не ясно. Ну, получается, я все передовые теории прочитал. Ну так я, получается, уже все прочитала, чертежи остались только. Ой, ладно, ой.
Ой, ой, ой. Ебать. Ой. Ай, ладно, мало. Ой, ой. Что вы меня так не любите? Ой, ой. Ой. Ну ладно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой. Блять. Ты что ж такое? Да пиздец, что вы так много понаписали, дебилы? Да еба! Воздушный насос. Воздушные насосы могут использоваться для подачи пригодного для дыхания воздуха в удаленное место. Стационарный воздушный насос может быть присоединен к жилищу или быть источником кислорода непосредственно из кислородного генератора жилища. Плавучий воздушный насос должен иметь доступ к пригодному для дыхания воздуху и плавать на поверхности воды. Насосы должны быть присоединены к трубопроводной сети для функционирования. Да-да. Да-да. Дистилляционный костюм. Дистилляционный костюм промышленного образца разработан в целях минимализации потери воды при исследовании враждебной окружающей среды посредством фильтрации и повторного использования телесных жидкостей. Возвращенная вода хранится в контейнерах для дальнейшего употребления. Нормальная скорость производства 2 бутылки в день. Фильтрует примеси из не менее чем 4 различных выделений тела. Эффективно перерабатывает кровь и пот. Улучшите до модели номер 2 для переработки слез. При запуске можно задействовать встроенный нейтрализатор запахов. Нейтрализатор запахов включается не во все модели. Понятно. Дистилляционный костюм. Потому что пить очищенную мочу лучше, чем умерять от обезвоживания. Факт. Факт. Капсула времени. Данный прочный контейнер предназначен для хранения письменных и фотографических сведений, помимо нескольких мелких предметов, в целях извлечения их в будущем. Капсулы времени часто изготавливаются потерпевшими крушение, желающими или помочь тем, кто в будущем окажется в таком же затруднительном положении, или оставит сведения о своем бедственном положении после того, как их тела истлеют. Ага. Большинство аварийно-спасательных транспортных средств по умолчанию оборудованы капсулой времени, которые обычно находятся в кабине и отстреливаются при взлете. Корпорация Альтера просит заполнять капсулу времени инструментами и ресурсами, которые помогут тем, кто обнаружит их в будущем. Ага. Приманка для существ. Данная высокотехнологичная приманка – универсальное устройство для имитации поведения живого существа. Оно используется для научных исследований или отвлечения хищников. Вибрирует, пропуская сквозь себя воздух и воду и испуская случайные высокочастотные звуковые волны, имитируя живой организм. Может быть размещена вручную или запущена с вместимой подводной лодки «Циклоп». Небольшая встроенная батарея обеспечивает ограниченный срок службы. Привлекает хищников всех видов. Что? Пропульсионная пушка. Пропульсионная пушка позволяет техникам управлять гравитационными силами на дистанции до 20 метров. Она широко используется в строительной и горнодобывающей промышленности для перемещения материалов. Инструкция по эксплуатации. Нажмите на спусковой механизм один раз, чтобы захватить и притянуть целевой объект весом менее 25 кг. Выполнив захват, объект можно безопасно извлечь из гравитационного луча. В качестве альтернативы нажмите на спусковой механизм второй раз, чтобы придать объекту ускорение и оттолкнуть от устройства. Не рекомендуется применять устройство к ограниченным объектам. Пропульсионная пушка. Некоторые виды обладают телекинезом. Для остальных есть Альтера.
Противорадиационный костюм. Данный костюм полностью защищает носителя от радиации во время наземных, подводных или космических исследований. Категория безопасности до 400 звеньев в час, да? Наверное, так. Не проходил по физике ЗВ ваши, не знаю, что это. Перекрестная совместимость со всем функционалом костюма УЗК. Обтекаемый. Противорадиационный костюм. Необходимая предосторожность в постапокалиптическом мире. Fallout уже какой-то. Ремонтный инструмент. Ремонтный инструмент работает с любым обычным устройством, будь то панели управления, модули жилища, радио и тому подобное. И на автомодерном уровне сшивает обратно провода и швы. Каждый хороший техник держит такое у себя под подушкой. Большинство людей не интересуется его принципом работы. Хватает того, что в один прекрасный момент он спасает их жизнь, но если вам интересно, то он сочетает в себе технологии сканера и изготовителя, определяя требуемые характеристики объекта цели, а затем перераспределяя доступный физический материал так, чтобы он соответствовал изначальной спецификации. Ручной сканер. Сканер – крайне важный инструмент для научных работ и выживания. Можно использовать для добавления новых чертежей в память и анализа неизвестных объектов. Он испускает в заданном направлении электромагнитное излучение, которое отображается от окружающей среды и анализируется, чтобы определить физическое устройство объекта цели. Он имеет 4 основные функции. Получение чертежей. Считывает физические параметры сканированных устройств и добавляет их чертежи в базу данных КПК. Затем эти чертежи можно воспроизводить и в подходящем изготовителе. Также сканер оборудован функцией разборки поврежденных и уже бесполезных устройств на основные металлы с целью их сбора. Анализ организмов. Сканер попытается сопоставить сканированный организм со встроенной базой данных. Если совпадение не найдено, то виду будет присвоено легко запоминающееся имя в базе данных, легко запоминающееся имя, и в базе данных будет создана новая запись. И вашего КПК попытается синтезировать теории о поведенческих тенденциях и эволюционном происхождении вида, если это возможно. А также предоставит оценку того, как лучше всего с ним обращаться. Медицинский анализ. Сканирование любого живого организма выводит основную информацию о состоянии его здоровья на экран сканера. Без доступа к сетевой базе данных эта информация будет ограничена. Самосканирование. Пользователь может провести самосканирование, чтобы определить собственное физическое состояние. Сканер будет искать инородные бактерии и другие признаки заболеваний и сравнивать с имеющимися данными, чтобы поставить диагноз. Спектроскопический сканер Альтера. Вам больше не нужно познавать мир самостоятельно. Ура! Не надо школа. Можно отсканировать учебник физики и математики, и алгебры, и геометрии, блин. И желательно истории. Светодиодный фонарь. Портативный, работающий от батареи светодиодный фонарь, немного освещающий зону вокруг себя, а также может быть прикреплен к большинству поверхностей. Может быть, я мог бы его скрафтить, ну хуй нам, по-моему. Сайз-винтовка. Сайз-винтовка использует патентованную технологию для замедления времени вокруг объекта практически до полной его остановки, насколько это позволяет законы физики. По сути, приковывая цель к месту без влияния на ее внутреннюю работу, она предназначена для облегчения научно-технических работ за счет расширения окна возможностей к действию в ситуациях с ограничением по времени. Сайз-винтовка оснащена независимой сменной энергоячейкой, а спусковой механизм можно удерживать для увеличения площади и продолжительности воздействия. Типичные ситуации применения. Замедление быстро дышащихся механизмов вроде вентиляционных ремней для упрощения технического обслуживания. Временная нейтрализация организмов в исследовательских целях. Передвижение в опасных местах путем замораживания потенциальных угроз. И надо еще 4-й пункт добавить. Убийство левиафанов ножиком. Сайз-винтовка Альтера. Жизнь скоротечна. Почему бы не поставить ее на паузу?
хуйня. Укрепленный костюм ныряльщиком. Данный костюм укреплен синтетическими волокнами для уменьшения получаемого физического и теплового урона. Амортизация позволяет уменьшить физическую скорость удара приблизительно на 50%. Рассчитан на температуру не выше 70 градусов. Напоминание, вы неуязвимы в этом костюме. Укрепленный костюм. Зачем рисковать, если есть Альтера? Действительно. Снаряжение прочитал. Теперь транспорт. Консоль улучшения транспорта. Кстати, выглядит она очень пиздатенько. Так. Данный терминал позволяет настраивать транспорт, изменяя его название, цветочную гамму и модули улучшений. Должна быть установлена в подходящей стыковочной шахте. Улучшения могут быть созданы в специальном изготовителе. Улучшения включают систему защиты, оборудование для сканирования и хранения. Костюм Краб, модуль 3. Костюм реактивный, автономный, бронированный. Краб. Ну, то есть это, ну да, это все время была его аббревиатура. Эта линейка роботов предназначена для защиты пилота в экстремальных условиях. Мод 3 — это последняя итерация, которая до сих пор развертывается Альтерой для собственных особо важных операций по остановке фазовых врат. Костюм полностью изолирован от внешней среды. Мощные гидравлические конечности позволяют манипулировать объектами и преодолевать препятствия. Двигатели, установленные сзади, обеспечивают маневрирование в условиях низкой гравитации. Доступны разнообразные модификации для облегчения работы ресурсов и исследования. Костюм Краб, твой надежный панцирь. Морской глюдер. Морской глайдер – персональное транспортное средство, предназначенное для использования в океанической среде. Способен развивать скорость до 36 км/ч в стоячей воде. Отображает основные фотографические данные для помощи в картографировании пещерных систем. Имеет сменную батарею. Держите пальцы подальше от винта. Морской глайдер. Все, что плывет быстрее, возможно, пытается вас сожрать. Возможно. Мотылек. Мотылек – одноместный транспорт с независимой сменной энергоячейкой и полной свободной персонализации внешнего вида. Маломощные всенаправленные толкатели позволяют ему одинаково хорошо работать как в воде, так и в космосе. Большинство кораблей большой дальности несут по крайней мере 2 транспорта данного класса, чтобы облегчить изучение и освоение малых астрономических тел. Однако их также можно изготовить в обычном переносном сборщике транспорта. Характеристики. Максимальная скорость 13 метров в секунду. Ускорение 5 метров в секунду. Ускорение 5 метров в секунду квадратную. Извиняюсь. Дальность хода на одной энергоячейке 10 километров. Ура! Блять. Критическая глубина погружения 200 метров. Количество слотов для подмодуля улучшения 4. Размеры в метрах 3 на 1, 5 на 1. Экипаж 1. Мотылек может быть модифицирован путем установки модулей улучшения в отсек, находящийся на крыле. Они включают увеличенное хранилище, повышенный запас энергии, компенсатор давления и столкновения, улучшенный гидролокатор, элементы защиты. Примечание. Эти модули могут быть изготовлены только в специальных стыковочных шахтах, оборудованных модифицированными станциями транспорта. Мотылек куда угодно, кроме суши. Переносной сборщик транспорта. Переносной сборщик транспорта, разворачиваемая станция, оснащенная дронами-строителями и предназначена для строительства малых исследовательских и разведочных транспортных средств из сырья. Это основной инструмент почти во всех промышленных, научных и колонизационных операциях. Спасательная ракета «Нептун». Данный набор чертежей был разработан со штаб-квартиры Альтери специально для спасения ВАЗ-4546B и доставки до ближайших фазовых врат. Он учитывает местную гравитацию, астрономические данные и доступные ресурсы, а также управляется ИИ. Его можно адаптировать под любой доступный источник энергии, но ему понадобится очень много. Набор состоит из 5 отдельно конструируемых элементов. 5? Подожди, почему 5? Вот раз, два, вот раз, два, 3, 4. А 5? Сборщик транспорта?
Пусковая платформа, плавающая платформа обеспечивает твердое основание для запуска ракеты. Башня, точно. Обеспечивает структурную поддержку. Первая ступень. Главный ускоритель для достижения первой космической скорости. Вторая ступень. Топливные баки. Третья ступень. Кабина. Функции. Система жизнеобеспечения для одного человека. Передатчик малого радиуса действия. Регулируемое электропитание, космическое экранирование, бортовая капсула времени. Внимание! Бортовой ИИ не запустит корабль, если не обнаружит местные угрозы. Внимание! Применение инопланетных материалов в качестве источника энергии корабля может увеличить его дальность действия непредсказуемым образом. Циклоп, в котором написано ультрадоху. Циклоп — это самый популярный и надежный глубоководный аппарат галактики. В отличие от конкурентов, им может управлять даже один пилот, отсюда и название. По-моему, название циклопа из-за того, что у него вот такой типа один глаз, нет? Ну ладно. Особенности. Ручное управление с 3 режимами скорости и фронтальная смотровая палуба для точного маневрирования. Сухой док для перевозки и обслуживания разведывательных транспортных средств. Вместительное хранилище в килевой секции. Внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Бортовой ИИ для обнаружения угроз. Широкие настройки персонализации. Советы капитана. Большая скорость движения поражает большой шум, который может привлечь ненужное внимание. Потребление энергии. Двигатель выключен 0%. Малый ход 25%, нормальный ход 50%, полный 100%. Режим тихого хода может быть активирован в сочетании с любым скоростным режимом, что уменьшит шум до 0 за значительное увеличение потребления энергии. Улучшение циклопа можно изготовить на терминале в машинном отделении и установить в расположенную рядом панель. Характеристики. Максимальная скорость 8 метров в секунду, ускорение 3 метра в секунду квадратную. Питание, сменные энергоячейки, размеры в метрах 54 на 14 на 12. Экипаж 1-6 человек. Примечание. Циклоп не имеет жилых отсеков. Капитану рекомендуется составить расписание, чтобы решить, какую ночь будет спать в коридоре. Автоматическое пожаротушение. Повреждение корпуса и высокие скорости повышают опасность возникновения пожара. Аварийного баланса. В случае затопления и полного истощения энергоресурсов транспорт потонет. В смысле? Полного истощения энергоресурсов циклоп затонет? Что-то я из него все энергоячейки вытаскивал. Ничего не было. Ладно. Аквариум. Аквариум предназначен для содержания и жизни не более 8 небольших водных организмов и помещается в обычную многоцелевую комнату жилища. Водные существа составляют 70% всех неизвестных видов, что делает аквариум широко распространенным инструментом во многих исследовательских инстанциях. Он в равной мере используется как для хранения животных с их последующим употреблением, так и содержания образцов для ксеноисследований. Автоматическая система регулирования окружающей среды означает отсутствие необходимости кормить и ухаживать за объектами. Примечание. Из-за своего размера обычный аквариум не рассчитан на разведение, и существа вряд ли будут спариваться. Для этой цели постройте большой изоляционный аквариум для инопланетян. Это вот этот аквариум обычный. Вот большой аквариум. Несмотря на огромные достижения Альтера в звездных технологиях, исследование новых миров все еще имеет свои трудности, и инопланетные формы жизни одна из них. Вот почему мы построили изоляционный блок для инопланетян. Блок разработан в основном для разведения более крупных или более опасных видов. Техническое положение. Блоки должны устанавливаться в многоцелевых комнатах. Блоки могут быть соединены между комнатами, установленными друг на друге. Для доступа в блок на него может быть установлен люк. Основание блоки. Грунт. В которых для выращивания могут быть посажены семена морской флоры. Советы по разведению. При условии достаточного времени и жизненного пространства организмы одного вида должны спариваться и размножаться. Яйца внутри блока в течение времени будут вылупляться. Организмы, выращенные с рождения внутри блока, часто проявляют необычно пассивное поведение. То есть если я выведу кальмара-краба в блоке, то он не будет меня бить? Предостережение. В системе поддержания окружающей среды может произойти сбой
при перенаселении модулей. Инфекция может передаваться быстрее между организмами в искусственных средах. Никогда не стучите по стеклу, вы не знаете, что ударит вам в ответ и так и как сильно. Внутренняя грядка предназначена для использования исключительно внутри соразмерных модулей жилища. Внутренняя грядка имеет более компактная, чем является более компактной, чем внешняя версия, и оснащена гидропонной системой с подачей питательных веществ. Изготовитель. Технология изготовителя – это способность перестраивать вещество на атомном уровне. Она является катализатором великой экспансии и остается по сей день основой основой современного мира. Изготовители бывают всех форм и размеров, но наиболее распространены те, что достаточно малы для возможности установки их на стену и используются для всего, от изготовления повседневного инструментария до приготовления обеда. Сегодня в хозяйстве принято хранить универсальные базовые материалы на всякий случай. Комната сканирования. Этот продвинутый модуль базы может превратить небольшой форпост в развивающуюся научную или разведывательную станцию. Трехмерный дисплей в центре комнаты отображает голографические данные местности. Система может сканировать и определять конкретные материалы. Дистанционно управляемые дроны сканируют местность в радиусе 500 метров. Настенная камера позволяет управлять разведывательными дронами. Консоль улучшений может быть использована для расширения возможностей модуля. Модификационная станция. Я заебался уже читать. В то время, как обычно, изготовитель способен на атомарном уровне перестроить сырье в сложное устройство, модификационная станция способна объединить сложные устройства для повышения их функциональности. Большинство промышленных кораблей оснащены оборудованием комплексом модификационной станции, которая позволяет инженерам адаптировать свои инструменты на лету. По умолчанию, для экономики места на жестком диске модификационная станция исключена из большинства библиотек чертежей. Тем не менее, в экстремальных условиях, таких как на океанической и пустынной планетах, может понадобиться адаптация основных инструментов для выживания, для непредвиденного использования. Но по этой причине рекомендуют всегда иметь доступ к модификационной станции. Так, наружная грядка. Продвинутые синтетические грунты позволяют этой грядке выращивать огромное разнообразие и количество инопланетной растительности. Может быть установлено в любом месте на суше или под водой, где есть место. Осветительная мачта. Стандартная осветительная мачта предназначена для направления яркого луча света в одном направлении. Полезна при всех видах промышленных, аварийных работ, работает в любой известной среде. Переборка. Переборка предназначена для разделения отсеков, вместе с тем усиливая конструктивную прочность за счет сплошной титановой рамы. Дверь можно открыть и закрыть для герметизации отсеков в случае пожара или наводнения, либо же просто для уединения. Прожектор. Стационарное освещение, переработанное для установки их на существующие жилища и предприятия, автоматически вращается на 180 градусов по дуге. Чувствительное к движению будет сопровождать движущиеся поблизости объекты. Питается она от основного источниками энергии. Растения и горшки. Внутренние горшки бывают различных конфигураций и позволяют выращивать большинство видов растений в небольших количествах для декоративного или ботанического использования. Рекомендуется найти источник калорий. Иди нахуй. Система фильтрации воды. Система фильтрации всасывает непригодную для потребления человеком воду из внешнего источника, атомарно расщепляет ее на составные части, вырабатывая готовую к употреблению воду и соль, убирая при этом любые вредные побочные продукты. Она может быть построена в любом совместимом жилом модуле, но имеет существенные требования к энергообеспечению. Система фильтрации воды Альтеры любую жидкость чистую, освежающую воду со сбалансированным уровнем pH, что-то водород,
Да, сэр, любую жидкость. pH. Что такое pH? Я не знаю, что такое pH в химии. Я знаю, что H это водород. Показатели стабилизированы. Я знаю, что H это водород. Ну ладно. Энергетика. Все, сейчас почитаем весь КПК наконец-таки. Я не сорву голос опять, блядь. Ну, я не сорвал голос, ну, блядь, горло болит уже читать нахуй. На планетах, где органическое вещество находится в изобилии, органическое вещество находится в изобилии, но солнечного света нет, надежный биореактор часто окажется наиболее эффективным решением. Может быть установлен в любой многоцелевой комнате жилища. Химически преобразует органические материалы в энергию, превращая их в компост. Принимает всю растительную материю, от семян и споры до заплесневелых фруктов и овощей. Также может перерабатывать животную материю, жир, мышцы, яйца и т.д. И некоторые органические отходы выбрасывая энергию пропорционально калориям в органической материи. Биореакторы. 100% органические. Солнечная панель. Солнечная энергия является наиболее распространенным источником энергии в галактике, и поэтому не случайно, что стандартная солнечная панель является стандартным средством для обеспечения энергии жилища. Источник энергии необходим для кислородного генератора, жилища и других встроенных модулей. Снабжает органической энергией небольшие форпосты и жилища для выживания. Может устанавливаться непосредственно на жилище или рядом с ним, а также размещаться удаленно, подключаясь через энергопередатчики. Скорость выработки энергии зависит от интенсивности солнечного света. Теплоэлектростанция. Первое правило выживания во враждебной среде – уметь работать с доступными ресурсами. Если снаружи 800 градусов и вам угрожает опасность сгореть заживо в любой момент, то вы вдобавок можете добыть из этого дешевую и надежную энергию. Преобразуйте тепловую энергию в электричество. Всегда смотрите на показания термометра, прежде чем приступить к установке. Центральные механизмы заключены в жаростойкий корпус, но все же восприимчивый к экстремальным температурам. Теплоэлектростанция «Поддай жару». Последняя читанина в КПК. Ура! Ядерный реактор. Возобновляемых источников энергии обычно хватает для поддержания небольшой станции. Для всего остального есть ядерная энергия. Питание от максимум 4 заменяемых урановых стержней реактора. Не пытайтесь заменить стержни реактора без полного противорадиационного костюма. Не пытайтесь разгонять реактор. Ядерный реактор идеально подходит для энергоемких операций, таких как самодостаточные колонии с населением более 20 человек, промышленные станции, работающие с многочисленными доками и тяжелой техникой, исследовательские станции, содержащие живые образцы. Наконец-то я все прочитал. Господи, помилуй. Серию читаща наконец-то можно закончить. Я не знаю, сколько там. 4 часа, там 30 часов вышло. Я не знаю. Ну, монтаже скажу. Но в любом случае я оставлю тайм-коды. Кому будет интересна какая-то конкретная информация, тут посмотрит конкретную информацию. Кому будет интересна вся информация, ну, извините, хотите не хотите, можете посмотреть все время. Можете там частями. Может быть... Там, не знаю, когда-нибудь это посмотрите. Ну, собственно... Сука. Аквариум заразился. Пидоры, блядь. У меня один зараженный харой аквариум. Ну, тут хотя бы все нормально. Ну, блядь. Ну, ёб твою мать. Что мне теперь с этими рыбками делать? Ну, это пиздец. Они все заражены, блядь. Что с ними теперь делать? Ну, я, короче, отпустил этих бедных рыбок на свободу, да? Ну, а, собственно, на этом можно эту серию наконец-таки закончить. Я уже очень близко к прохождению Сабнатики для себя. Ну, так-то я ее уже прошел. Поэтому все будет очень быстро. Скорее всего, я уже
буду делать последнюю серию Сабнатики, финальную серию Сабнатики. И перейду на добивание Слайм Ранчера, и прохождение второй части Слайм Ранчера, и до прохождения других игр. А, собственно, на этом с вами был Пампич. Всем удачи и покеда.